гомеопатическом, то здесь пределов нет. Он будет постоянно, так сказать, в ходу, постоянно в рабочем состоянии. Говоря о структурной стороне триады здоровья и о мышечном тестировании, я хотел бы сказать несколько слов о схеме простагландинов, о которых вам говорил доктор Смит. Можно сказать, что те из вас, которые живут на севере, тем людям следует потреблять больше масел омега-3. And it's no strange consequence that Dr. Smith told you that the animals found in the north have more omega-3 fatty acid in their tissue. И ничего нет удивительного в том, о чем говорил доктор Смит, что в тканях тех животных, которые живут на севере, в больших концентрациях содержатся кислоты омега-3, масла омега-3. So those of you who live in the northern Siberia should eat more of this kind of oil. Значит, те из вас, которые живут в Северной Сибири, им следует потреблять больше омега-3. In general. В общем. Because this kind of oil is a natural, I just forgot the word, is a natural antifreeze. 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 Потому что это для людей, которые живут на севере, это естественный, так сказать, антифриз, то есть, ну вы понимаете, антифриз, так сказать, сохраняет тепло. And you find most of this oil in padded animals, in the feet of the padded animals when they walk on the snow. И очень часто вот эти масла могут быть обнаружены в подушечках тех животных, которые ходят по снегу. And they believe this is why Eskimos can work out in freezing cold in the cold water and they don't get frostbitten. И именно поэтому эскимосы, считается, что эскимосы могут ходить по снегу, могут погружать конечности в холодную воду, и при этом они не будут иметь отморожения конечностей. Все поняла. Это соответствует тому, о чем говорил доктор Смит, то есть это повышает, так сказать, способность клеток, кровяных клеток, не закупориваться. On the other hand, northern people who live in the north have a tendency to have an inhibited or a slower production of prostaglandin series 1. Но с другой стороны, люди, которые живут на севере, у них наблюдается продуцирование в меньшем количестве простагландинов серии 1. Why they say many of the people who live in the north like to drink a lot of alcohol. И вот почему говорят, что те люди, которые живут на севере, любят принимать алкоголь. Because if you remember what Dr. Smith said, it does aid you in producing the prostaglandin series 1. Потому что вы помните, как говорил вам доктор Смит, что именно употребление алкоголя вырабатывает, продуцирует простагландин серии 1. And this is where you get your happy drunks like Dr. Smith and I last night. И я думаю, что это как раз тот случай, когда вы можете себя чувствовать абсолютно счастливыми, если алкоголизируетесь, как мы вчера с доктором Смитом делали это. The only problem is that if you have this decreased capacity to produce prostaglandin series 1, единственная проблема, что если у вас в организме есть дефицит, то есть организм недостаточно хорошо продуцирует простагландины серии 1. You're pulling on a shallow reserve when you drink alcohol. You're taking from a very low reserve. Тогда вы будете пьянеть, если будете пить мало. You understand that? Yes. What I mean to say is, you can take a little drop. You can drink little, but you will get drunk. The alcohol, no. The alcohol makes you use more for a short period. Значит, идея такая, что если вы будете пить алкоголь, потреблять алкоголь, то за малое количество времени этот принятый вами алкоголь будет продуцировать большее количество простагландинов серии 1. Это как равносильно тому, как вы будете занимать деньги из банка, которых у вас нет. This is why a lot of people that have hangovers and the pain problems that Dr. Smith was talking about after drinking, hangovers. И очень часто люди, которые много принимают алкоголя, у них бывают болезненные состояния.
And one of the things Dr. Smith was mentioning to you, remember when he was talking about the permeability of the cellular membranes. И помните, мы говорили о проходимости селиановых мембран, да? Селиан. Cell membrane permeability. No, but what membranes? Cell membrane. Клеточных мембран. Cell membrane permeability is increased when you don't have the right fatty acids. Если у вас недостаточно количества жирных кислот, то проходимость клеточных мембран будет очень слабая. And the worst thing with this is it allows the passage of water outside the cell. Doesn't allow. It allows the passage of water from inside to outside the cell. И это приводит к тому, что вода может спокойно проходить наружу. In other words, the cell dehydrates. То есть, другими словами, происходит дегидратация клетки. And remember what Dr. Smith told you earlier this morning, the two things that are very important with respect to nutrition in man is dehydration, water, and fatty acids. То есть вы помните как раз о двух вещах, о важности которых говорил доктор Смит. Это жирные кислоты и дегидролизация. So the thing he was mentioning with respect to fatty acid deficiency in the prostaglandin series 1, Значит, когда он говорил о маслах применительно к дефициту простагландине серии 1, a lot of these people will have dry skin. у многих людей будет сухая кожа. Because of the fact they're losing the water from the skin tissue. Это вследствие того происходит, что ткань кожи теряет воду. So when you find people with dry skin, you might start thinking of the fatty acid metabolism. Когда вы видите таких людей, вы можете начинать подозревать, что здесь имеется проблема метаболизма жирных кислот. The interesting fact is that there is in man one area where this is produced in very, very high quantities. Значит, интересно, что в организме человека есть одно место, где они продуцируются в большом количестве. Does anybody know where this is made in man in very high quantities? Do you mean men like women? Do you mean men like women or general individuals? Basically only in women. Very, very high quantities. То есть знаете ли вы такое место в организме человека, где они продуцируются в большом количестве? Я уточнила, это преимущественно у женщин или у мужчин? Преимущественно у женщин. Dihomogammalinolenic acid, this one. Это DGLA. дигамма-линоленовая кислота. But you say in what area of the body is produced? Women. Yes, but you say where, in what area? Where is it produced in high quantities? Yeah. Where would you think? Значит, вопрос, где вы думаете, она в больших количествах продуцируется, эта кислота? Mother's milk. В молоке матери. Mother's milk has a very, very high ratio of dihomogammalinolenic acid. Именно эта кислота находится в большом количестве в молоке матери. So you can see the protective influence these fatty acids have for the baby. То есть вы видите, как эта кислота оказывает, так сказать, протекционную функцию по отношению к ребенку, когда мать кормит. You can also see why some breastfeeding mothers get dry skin and they get cracked nipples on the breast. И вы можете видеть, что когда мать кормит ребенка, то, как правило, у нее или соски шелушатся, или кожа становится сухой. So when you find the mothers that get cracked nipples after breastfeeding and they have to give up breastfeeding, it's because they have the fatty acid metabolism problem. И когда мать кончает кормление грудью, часто вы видите, что есть проблемы с метаболизмом этой кислоты. And the other good thing is if you get drunk, и еще один пример, если вы напьетесь, and you have a hangover the next day, и на следующий день у вас похмелье, страдаете с похмельем, find yourself a breastfeeding mother and let her give you some milk and you'll feel better. Тогда вам нужно найти кормящую мать, чтобы она вас покормила молоком, и вам сразу станет лучше. So that was just a little extra on the fatty acid picture. То есть это несколько такие дополнительные комментарии вот, к жирным кислотам. But as Dr. Smith was mentioning earlier, it's extremely important. Ну, как доктор Смит отмечал раньше, это очень важно.
even though it's not the only thing that you should look at with patients. Хотя это не единственная вещь, которая должна вас занимать, когда вы работаете с пациентом. So the rest of the morning and this afternoon we'll be looking at how you as the doctor И сегодня утром и в течение дальнейшего нашего сегодняшнего дня мы будем смотреть и говорить о том, как врач can better globally improve your diagnostic possibilities using manual muscle testing. как врач может улучшить в целом диагностирующую процедуру, используя технику мышечного тестирования. Now we're going to finish up the lower leg this morning. Значит, сегодня утром мы закончим разбор нижних конечностей. And then we'll move to the shoulder and the upper extremity this afternoon. А во второй половине дня мы перейдем к плечевому поясу и к верхним конечностям. Now the reason why these muscles, diverse muscles are important, И причины, почему вот такие множественные мышцы важны, are they allow you to go to the specific muscle related to the associated meridian. Заключается в том, что они позволяют вам прийти к соответствующим меридианам. As you saw Dr. Smith do this morning with the tensor fascia lata on Paul. Как вы помните, доктор Смит демонстрировал сегодня случай с Павлом, когда он работал на мышцы, напрягающие широкую фасцию бедра. But you will find liver-related, thymus-related, and other muscles-related. То есть вы найдете мышцы, которые связаны с вилочковой железой и с другими органами. To many other problems. И как они связаны с другими проблемами. This is why we must become very proficient in precise manual muscle testing. Поэтому я еще раз повторяю, что мы должны очень искусно проводить мышечное тестирование. I'd like to make one small mention before I progress to the other muscles. И прежде чем я перейду к конкретным мышцам, я хочу сказать одно маленькое замечание. About an interesting thing they found in the United States with hair mineral analysis. Значит, это касается содержания минералов в волосах. Do they do that a lot here in Russia? Делают ли это здесь в России? Это было сделано в Америке исследование. Пойду. In the United States, they've made a correlation. То есть в Соединенных Штатах они, так сказать, вывели корреляцию, связь between the various ratios of nutrients между различным содержанием питательных веществ against heavy metals по отношению к тяжелым металлам. like cadmium, mercury, lead. Например, ртуть, свинец. And in general, they're able to determine who will be criminals. И в целом они смогли сказать, in what sense? Criminals. Yes. Yes, but in the direct sense. Yes. Я думала, может быть, тут что-нибудь иносказательное. То есть и по содержанию вот этих вот веществ можно сказать, так сказать, идентифицировать преступников. They were able to take 1,000 samples of prisoners' hair. Значит, они взяли 1000, вернее, простите, образцов, экземпляров волос, которые они взяли у в тюрьме, так сидит, заключенных. And find one person out of 1,000 И нашли одного человека из 1000 заключенных, who was not a criminal. кто не был преступником. And they find in general, you'll have to write this down because I can't draw it. И как это делается, do you need something to write with? Well, you have a Если, то есть я покажу вам, как это делается, если бы вы могли мне дать что-нибудь, чем бы я мог написать. Never mind, Never mind. Не смело, да? Можно написать красным карандашом на But I don't прожекторе. Где? You need the Ручка на I прожекторе. usually bring my Never mind. In general, В общем, they know that the increased levels of heavy metals that you get in your system значит, если в вашей системе находится высокое содержание тяжелых металлов, have very severe neurotoxic effects. значит, здесь очень серьезные нейротоксические эффекты. So you see it first in the nervous system. То есть, прежде всего, нужно посмотреть на нервную систему. In fact, most vitamin deficiencies will be shown first in the nervous system as well. И прежде всего, если мы будем говорить о витаминодефиците, прежде всего это скажется на нервной системе. This is perhaps one of the reasons why it's very simple and easy to pick this up with manual muscle testing. И вот почему именно очень просто это выявить, используя мануальное мышечное I тестирование. have a few stories that are very interesting with respect to heavy metals.
У меня есть несколько историй, которые очень интересны, если мы будем говорить относительно тяжелых металлов. And it should be very important to the Russians as well, because you find very much heavy metal toxicity in certain areas. Я думаю, что это актуально и для вас, потому что в России есть очень много районов, где достаточно большое содержание токсических тяжелых металлов. In general, in the United States, they know now В целом, в Соединенных Штатах вообще сейчас известно, that the higher level of cadmium that is found in the hair of certain people большой процент кадмия, который находится в волосах людей. the greater tendency they have to violent, aggressive behavior. То есть чем такая корреляция, чем больше содержание кадмия, тем вероятнее всего люди будут более агрессивными и будут более расположены к правонарушениям. I don't know if you remember, there were some people in the United States that would shoot other people in certain places. Я думаю, что вы помните, что была такая история, такой период в Соединенных Штатах, когда люди просто убивали, стреляли на улицах. One man they called the McDonald's murderer after McDonald's restaurant. И, значит, одно из убийств было квалифицировано как убийство Макдональдса, ну, по названию знаменитого ресторана Макдональдс. He walked into a McDonald's restaurant like the one in Moscow. То есть этот человек зашел в ресторан Макдональдс, как вот рестораны, которые находятся в Москве, And with his AK-47, he и shot просто взял и расстрелял всех, кто там был. And this man, they finally killed him, И в конечном счете этого человека нашли, его убили, and they analyzed his hair, и потом проанализировали состав его волос. and he had the highest level of cadmium in the hair and tissues of the body they'd ever seen in a living, prior living person. И интересный факт, что в его волосах и в тканях тела обнаружили такое содержание кадмия, которое ни в одном живом человеке на свете до того не было обнаружено. And for many years he had been a welder using special welding techniques that included cadmium. И дело в том, что в течение многих лет он работал сварщиком, а будучи сварщиком, он использовал в работе кадмий. In the United States, they had a very hot summer in Washington, Oregon State. There's another story. Значит, теперь другая история. Значит, штат Орегон, They had a very hot summer one summer, и там очень жарко летом. and they got all their water from this one lake. И вся вода поступает из одного озера. And it didn't rain, and the level of the water in the lake began to decrease. И в течение долгого времени не было дождей, и уровень воды в этом озере начал падать. But the algae began to grow. Algae. What is that? Algae. Algae. Альги, какой это металл? Algae. In the kelp, in the sea, algae. When you get water and it's green in the water. То есть, что это за металл? То есть, когда вот вода начинает зеленеть. Что это такое? Купорос. Algae. Купромесо 4. Копа? It's green in the water. It grows in the water when it sits. It's green. It's a plant. Ну, то есть, это как водоросли, типа водоросли. Это то, что вот, как мы ее называем? Ну, зацвела. Ну, зацвела вода, как мы это говорим по-русски-то? Зеленые водоросли. Anyway, and you kill this by putting copper sulfate on the water. И убить вот это можно, если вы положите туда медь. Copper sulfate. Медь. And the copper levels increased in the water to a very high level. И вследствие этого уровень меди в воде очень возрос. And this little town that took all their water from this lake, И вы понимаете, город был маленький, и водоснабжение шло только из этого озера, where the people are normally happy and leave their doors open and they know one another. то есть это такой маленький город, где люди живут открыто, где двери всегда открыты, люди достаточно счастливы. Began arguing with one another and having car accidents and Люди начали ссориться, начали всевозможные катастрофы, скажем там, столкновения машин и прочие вещи случаться. being very short-tempered, very argumentative. То есть они стали очень, так сказать, агрессивными. And this was related to the levels of copper that these people were ingesting. И это было связано с уровнем меди, которые они поглощали с водой. The last story on this is they in Australia, И еще одна история, на этот раз дело было в Австралии. the Australian government wanted to move these Aborigines Indians, you know the Aborigines. Значит, правительство Австралии хотело, так сказать, изгнать аборигенов индейских. From their home island because they wanted to use this island.
What's the name of the island? I don't know, it's just an island off. Просто они жили на каком-то острове, и они решили их оттуда изгнать, чтобы освободить этот остров. So the Aborigines are known throughout the world for being very peace-loving and happy tribal people. То есть по всему миру известно, что аборигены, где бы они ни жили, они очень миролюбивые люди, которые живут, так сказать, вот вместе. So they replaced them on this other island. They put them on this other island. То есть они переместили их на другой остров. And within a year, there was a very high level of rape and violent behavior between this tribe that had never had any violence. What is on the south that They just moved to another island. И что, значит, случилось? После того, как они были переселены с этого острова, где они жили, там начались изнасилования, началось насилие, ссоры, то есть то, чего раньше никогда не наблюдалось. They found out finally what the cause of this was. И в конечном счете выяснили причины этого. The ground, the earth had a high level of manganese in it. Земля, почва имела высокий процент марганца. And manganese, the increase in manganese created this a shift in the metals of the hair. Enzymes. И состояние, вернее, большой процент концентрации марганца изменил состояние волос. So they know now that these various metals and the balance of metals are very important within the body. То есть вывод такой, что равновесие, уравновешенное состояние, сбалансированное содержание металлов в организме имеет первостепенное значение. To make a long story shorter, is that they found now that certain metals will create certain metal ratios will create certain behavioral patterns in people. И таким образом вывод был сделан такой, что определенные специфические, конкретные тяжелые металлы способны вызывать определенные паттерны поведения. For example, they have criminals in the United States they call serial killers. Например, есть такие преступники в Соединенных Штатах, которые называются, ну как бы так сказать, множественные, что ли, преступления, когда убивают много людей сразу. And these serial killers are so intelligent that the police can never find them. И они настолько тонко обставлены, что полиция, как правило, их не обнаруживает. And the only way they can find these criminals is when the criminal has a very short period of remorse. И единственный способ, который позволяет полиции обнаружить этих преступников, это приходится на тот короткий промежуток времени, когда они страдают от угрызений совести. And turns himself into the police. И когда он сам, преступник, обращается к полиции, выдает себя. But they found a mineral in hair analysis. Но сделав анализ минералов в волосах, When it is in a high proportion, то есть когда он в достаточно большой концентрации, is an indication of the intelligence of that person то есть or intellectual capacity. это говорит о хорошем интеллектуальном потенциале человека. And that mineral is manganese. И этот минерал марганец. However, if you take manganese, it won't help you. Но с другой стороны, если вы будете принимать марганец, то он вам не поможет. But it is found in very intelligent people. Но тем не менее, он обычно обнаруживается у очень умных людей. So when Dr. Smith talks to you on Tuesday about toxins, Когда доктор Смит будет говорить вам во вторник о токсинах, be aware of the fact that these toxins will have very, very strong neurotoxic effects. то есть вы должны помнить, что они имеют очень сильный нейрологический эффект. When we returned from novok the first time, Когда мы в первый раз после первого семинара вернулись из Новокузнецка, because of the big factory the big foundry where they make steel, и вследствие большого металлургического завода, the neurotoxic effects that I felt, например, нейрологический токсический эффект, который я испытывал, because we're not used to that, поскольку мы не привычны к этому. as I became very confused in my thinking. То есть у меня в голове, так сказать, пошел разброд. And this confusion exerts itself in the way you speak, in the way you can communicate. Are you demonstrating it now? Yes. И проявляется это так, что человек путает мысли, говорит не совсем складно.
this is very important. I know this is the way I react when I have neurotoxins. И я знаю, что по себе, что это очень важно, если я, так сказать, испытываю так сказать, эффект вот такой вот токсичный. You'll see some of these things showing up more and more as you use your test kits in Russia as well. И если вы будете вот использовать вот эти наши препараты в этих чемоданчиках, то вы увидите, что достаточно много людей будут проявлять положительную реакцию на это. And I'm not saying this to make you feel that Russia is the most toxic land in the world. То есть я не хочу, чтобы вы меня поняли превратно, что Россия самая токсичная страна на свете. Just to impress upon you the fact that we find toxins all over. Дело в том, что мы токсины находим повсюду, в любом месте, в любой стране. And we must be aware of this and help our patients and ourselves get rid of these. Мы должны думать об этом, знать об этом и помогать нам самим и пациентам нашим избавиться от них. Okay, we're going to finish two of the muscles in the leg that we didn't discuss yesterday. Так, сейчас мы закончим две мышцы на ноге, о которых мы не говорили вчера. And then we'll look at the ankle in a generalized method by which we can evaluate this. Затем мы посмотрим на лодыжку и поговорим о тех методах, при помощи которых мы можем ее оценить. And then we'll finish off for lunch. А затем мы прервемся на обед. So if I can, rather than show it on the screen because it's a rather bad overhead, rather noise. I'm sorry. Значит, поскольку вот машина у нас создает большой шум, Show it on Peter. я хотела бы показать это на ком-нибудь, Super. на спину. The two muscles we'll be looking at are on the posterior aspect of the leg. Значит, мышцы, о которых мы будем говорить, находятся сзади на ноге. The one is the popliteus. Одна из них подколенная, Maybe I'll show it. And is very important muscle in posterior knee stability. это очень важная мышца для стабильности. And however, it's a muscle which is very often forgotten И тем не менее, это мышца, о которой часто забывают, in evaluation of the leg когда производят оценку ноги. because it's forgotten in order to work on larger muscles. Забывают о ней потому, что предпочтение отдают более крупным мышцам, Such as the rectus femoris, the vastus group, etc. как, например, прямая мышца бедра. Now the popliteus tendon, as you can Сухожилие подколенной мышцы, как вы видите, has fibers which intermingle with the lateral fibers of the meniscus. вы видите, что у нее есть волокна, которые перемешиваются с латеральными волокнами мениска Into the coronal ligament as well. и идут в коронал. Coronal ligament. Какая это связка коронал? Cruciate. Какая? Cruciate. No, the coronal ligament. Единичный там нет. Крестовидную? Крестовидную связку. Okay. Which is highly innervated with nervous and blood vessel. Которые иннервируются кровеносными сосудами. Now, basically, we know that the popliteus does help the screw home mechanism on the knee to lock it tight. То есть мы знаем, что подколенная мышца, функция сводится к тому, чтобы, так сказать, скручивать колено. However, in the forward bent position, Но тем не менее, если колено выгнуто вперед, it aids in protecting the knee joint, она предохраняет коленный сустав. so that the femur doesn't slide off the tibial plateau. То есть в том смысле, что большеберцовая кость не сходит с бедренной кости. And you'll see in your notes, we've made a copy of the meniscus, И когда мы сделаем вам копию менисков, and where you can find meniscal tears and injuries. если вы имеете дело с повреждением менисков, Perhaps one of the reasons why the medial meniscus is more often damaged и причина, почему медиальный мениск часто бывает нарушен, because we haven't got the protective influence of the popliteus. именно потому, что подколенная мышца не выполняет защитную функцию. You can stop it. Thank you. The popliteus, however, also relates to the gallbladder, Тем не менее, подколенная мышца имеет отношение к желчному пузырю. and it's a
very good muscle to use when you're evaluating the gallbladder-liver И relationship. это очень хорошая мышца, когда вы исследуете соотношение между печенью и желчным пузырем. In the supine position, the popliteus is easily tested В положении лежа на спине эту мышцу легко тестировать. by placing the heel of the patient on the table Если вы положите пятку пациента на стол, with the foot dorsal flexed, значит, стопа в дорсифлексии, and you must basically watch for movement и вы должны, по сути дела, наблюдать за движением of the tibial tubercle. бугра большой берцовой кости. Because like any other muscle test, Потому что, как и другие тесты, we are relying upon other muscles to stabilize our test limb. то есть мы рассчитываем, что другие мышцы будут выполнять функцию стабилизатора. So we're relying upon the stability of the ankle mortise То есть мы, так сказать, возлагаем надежды на стабильность лодыжки, to be able to have a fulcrum to move by which we can stress the popliteus muscle. при помощи чего можно усилить подколенную мышцу. So in the absence of motion of the tibial tubercle on your test, И если вы не будете видеть движения бугра большей берцовой кости, the popliteus muscle is remaining strong and the motion is found at the ankle. и если подколенная мышца будет оставаться сильной, тогда движение будет в районе лодыжки. Now Peter has a slightly weakened popliteus. У Петра слегка слабая подколенная мышца. Now it's most often this will be related to the amount of alcohol that you drank the night before, Чаще всего это связано с количеством алкоголя, которое он выпил вчера. and we can test this in Peter by therapy localization. Сейчас мы будем делать тестирование при помощи терапевтической локализации. And the therapy localization over the gallbladder liver area И вы видите, что терапевтическая локализация проходит в области печени и желчного пузыря. strengthens his popliteus muscle on the right. И это приводит к усилению подколенной мышцы справа. Now we'll test the popliteus on the left. Теперь я буду тестировать подколенную слева. I will palpate with my finger the tibial tubercle. Теперь я буду пальпировать пальцем бугор большей берцовой кости. And this, you ask me a question? No. Ну, And this one has great strength. и здесь большая сила. Now we can look at this. Теперь посмотрим. Ой, болит. Вдох. He has no problems with the irritation in the area, Проблем здесь нет. but he still has problems in eliminating the toxins Но проблема у него с элиминацией токсинов, caused by the vodka. вызванная водкой. I remember. Я помню, как вы пили. Anyway, this is quite frequently the cause of right knee pain Очень часто причина боли в колене. from potential gallbladder problems. В основном они идут из потенциальных проблем, связанных с желчным пузырем. So don't forget when you have insidious right-sided posterior knee pains, То есть не забывайте, когда у вас есть проблема с боли в правом колене, to evaluate the popliteus. оценить подколенную мышцу. Now, in the absence of obvious trauma in the area, Если нет явной травмы в этой области, and we have an insidious onset of pain а тем не менее есть боль and disability, и неспособность ходить, it can arrive from a functional problem in this area. они могут возникнуть из функциональных проблем в области желчного пузыря и печени. Now, remember, the bilateral popliteus weakness is related to what? И помните, если мы будем говорить о двусторонней слабости подколенной мышцы, она соотносится с чем? Хорошо, очень хорошо. Very good. Okay. When we find it unilaterally, then А если мы находим с одной стороны, we either look locally значит, два варианта. Или мы смотрим местно, or to the organ area that's related to the muscle. или в том органе, который соотносится с мышцей. This is why testing individual muscles can be very informative to you Вот почему тестирование какой-то индивидуальной мышцы может дать достаточно много информации. when attempting to make a structural evaluation Когда вы делаете структурную оценку, and lead you in the direction, as I mentioned yesterday, и поведет это вас в том направлении, о котором я упоминал вчера. of looking То есть вы смотрите более подробно at an organ or на тот metabolic. орган, который связан с мышцей. Now, the
Some of the muscles that are extraordinarily important but very rarely tested in applied kinesiology are the triceps surae. Значит, и одна из тех мышц, которая очень важна в прикладной кинезиологии, но которая очень редко тестируется, это трехглавая мышца. Now, because of a good colleague of ours, Alan Beardall, Значит, у нас есть очень хороший коллега, Эллен Биден, who is unfortunately no longer with us, he died. который, к сожалению, умер. He has developed very specific muscle tests also for this area. Он разработал очень интересный тест для этой области. Now, why the gastrocnemius muscle, we'll talk about in one part. И мы поговорим сначала об икроножной мышце. The gastrocnemius muscle is extraordinarily important, Икроножная мышца необыкновенно важна. mainly in the structural analysis of the lower leg. В основном, если мы будем говорить о структурном анализе области низа ноги, We almost never will use this muscle as an indicator for a metabolic problem. мы никогда не будем ее использовать в качестве индикатора для проблем метаболизма. We have other muscles which are much more easily used. То есть есть другие мышцы, которые легче использовать. However, for lower leg problems, Но тем не менее, если проблемы внизу, в нижней части ноги, то эта мышца очень хороша. now the gastrocnemius muscle has a contraction percent of about 3 centimeters. Значит, если мы будем говорить о сокращении икроножной мышцы, то примерно это место, где происходит сокращение, равно 3 сантиметрам. Part of its function is to aid in transferring power from the upper leg to the foot. Одна из функций этой мышцы заключается в том, чтобы трансформировать силу из верхней части ноги в нижнюю. This is why we see the crossover at the knee of the gastrocnemius. Поэтому мы видим здесь вот крест на икроножной мышце. So in the flexed position, В состоянии флексии this aids us in transferring a great deal of power to the springing effect of the foot. То есть в достаточной степени эта мышца обеспечивает силу для прыжка. So the springing is aided both in the extensor capability of the quadriceps Кроме того, также здесь помогает, так сказать, для прыжка задействована четырехглавая мышца. but also the length of the stretching length of the gastrocnemius. И кроме того, она, так сказать, способствует растяжению икроножной мышцы. So basically we know this from our biomechanical anatomy, Но мы это знаем из биохимической анатомии. that any restriction in the stretch length of the gastrocnemius То есть любое натяжение вот в области сокращения икроножной мышцы inhibits greatly the function of the foot. очень существенно ингибирует функцию стопы. A 1 centimeter restriction in the stretch capacity is a 33% reduction in that muscle's capacity to contract. Значит, если мы будем говорить о натяжении в области сокращения 1 сантиметр, то это приведет к 35% снижения способности мышцы к сокращению. And we know this, for example, the quadriceps muscle can contract up to 15 centimeters. И мы знаем, что четырехглавая мышца может сокращаться до 15 So сантиметров. there's a big difference in. То есть, вы видите, это очень большая разница. Now, basically, we'll look at the gastrocnemius muscle post-traumatically. В основном мы будем смотреть на икроножную мышцу, если есть посттравматический эффект. Because after an injury, especially a severe trauma to the ankle, Потому что после серьезной травмы, особенно травмы лодыжки, in the rehabilitative phase, we have a tendency not to flex the foot. обычно на стадии реабилитации мы, как правило, стопу не сгибаем. So what we'll have is a shortening То есть что будет? Будет укорочение of the gastrocnemius muscle, икроножной мышцы. and what happens? This shortening causes the muscles of the foot to fire. И укорочение приведет к тому, The muscle to fire. I'm sorry. Yes, I understand. Это приведет к тому, что мышцы будут включаться. Prior to its normal firing sequence, То есть мышцы будут включаться раньше, чем это положено. so what happens is on mid-stance phase of gait, То есть что происходит на средней фазе походки? the gastrocnemius muscle will fire Включится икроножная мышца and cause pronation. и вызовет пронацию.
So this is exactly what we find in sprinters, То есть это как раз то, что мы наблюдаем у бегунов, because they're used to running on their feet, потому their что toes, они бегут на кончиках пальцев, and they have rather contracted gastrocnemius muscles. и у них часто бывает сокращенная икроножная мышца. Now this isn't a sports medicine symposium. Значит, у нас был симпозиум по спортивной We медицине, find this kind of contraction in many of our patients, и мы такие случаи фиксируем у достаточно большого количества наших пациентов. and it's very prevalent. Это имеет большое The значение. way to evaluate the gastrocnemius, therefore, Теперь, значит, как оценивать икроножную мышцу? is to place the patient in the same position as for the popliteus, Положить пациента в такое же положение, как и для оценки подколенной мышцы, and have the patient attempt to pull the heel towards the buttock. и попросить пациента подтягивать пятку к ягодице. Now this patient, when pulling the heel towards the buttock, must slide it. И когда пациент будет подтягивать пятку к ягодице, он как бы так вот будет ее медленно вести, таким скользящим движением. It should not raise the leg, И нога не должна при этом подниматься. nor press the heel down on the table, И, кроме того, не должна пятка упираться в стол. which would be a compensation in using the hamstring musculature. Тогда это будет компенсацией, будут задействованы экстензоры бедра. Tell him to pull towards the buttock. Петр Васильевич, пятку скользящим изящным движением тяните к ягодице. Now this is a very strong gastrocnemius muscle. Очень сильная икроножная мышца. Now we're testing the lateral head Теперь мы тестируем латеральную головку, by rotating the foot laterally. ротируя стопу латерально. And this is important because you sometimes will find Это очень medial важно, head tears. Medial head tears. This is потому что important иногда, это очень важно, потому что иногда там могут быть даже порывы. because the lateral head will be normal and the medial head will have Потому что латеральная сторона будет нормальная, а медиальная нет. especially on certain maneuvers with twisting and pushing. Особенно, когда тело будет определенные движения выполнять. And this is very strong. Мышца очень Now сильная. in a contracted state, Но тем же менее в стадии сокращения we'll find this muscle will have fascial type problems. мы наверняка найдем проблемы с фасцией. And if you remember from Dr. Smith's lecture, И как вы помните из лекции доктора Смита, the fascial type problem проблемы с фасцией can be determined by pre-stretching the muscle. могут, так сказать, иметь место, когда мы растянем мышцу. So we need to pre-stretch this muscle. То есть нам нужно ее предварительно растянуть. Now in the extended position of the knee, Когда колено в экстензии, we're testing the gastrocnemius muscle primarily, значит, прежде всего мы в этом положении тестируем икроножную мышцу. and I'm pre-stretching the muscle, Значит, я предварительно растягиваю мышцу. Тяните. and now he's weakening, А теперь у него слабость. which indicates Это показывает, that he has a fascial type problem in the gastrocnemius. что у него проблемы с фасцией в икроножной One of мышце. the ways to test for this Один из способов тестирования этого is to look at the amount of dorsiflexion capacity you can create посмотреть потенциальную возможность пациента, стопы пациента к дорсифлексии. by pressing your chest up against the foot. Если вы, грудь врача, так сказать, располагается на стопе пациента. Now Peter only comes to about a 95-degree angle. То есть, видите, у Петра угол примерно 95 градусов. Normally we expect over 100. А обычно угол должен быть больше 100 When we take градусов. the gastrocnemius out of the test, А когда вы выводите икроножную мышцу из тестирования, his dorsiflexion capacity arrives way beyond 100. то вы видите, его способность к дорсифлексии превышает даже 100 градусов. So the soleus component of the triceps surae То есть, значит, здесь камбаловидный компонент трехглавой мышцы has a relative normal lengthening capacity, имеет относительно хорошую способность к увеличению, whereas the gastrocnemius component does not. в то время как компонент икроножной мышцы нет. And we're able to prove this by our muscle testing, И мы сможем доказать это, используя тестирование, by pre-stretching
используя предварительное натяжение, then testing. потом тестирование. Is it weak or you're not cool? No, we Oh. Sometimes patients cheat. Иногда пациенты обманывают, Sometimes instructors cheat. а иногда врачи обманывают. We were taught many times on stage Не часто бывает так, что мы выступаем на сцене by instructors in AK who would cheat, who would not test correctly. и так редко бывает, что вы ошибетесь. This was in order to show something to us when it wasn't really there on the patient. То есть часто бывает так, что мы говорим то, чего на самом деле нет. We try not to do that anymore. Но мы такого больше не делаем. So this is the gastrocnemius muscle. То есть это икроножная мышца. Did Dr. Smith and your classes, you did receive education in the fascial and the trigger point? Значит, вы говорили о триггерных точках и о фасциях. Yes. Now, when we do a stretch Когда мы делаем растяжение, and the muscle weakens, и мышца слабеет, how do we know if it's a trigger point problem or a fascial problem? как мы узнаем, это проблема триггерной точки или фасции? How can we determine using applied kinesiology? Как мы определяем, используя прикладную кинезиологию? Therapy localization. What would be the difference? Какая будет разница? Trigger what? What is the difference between therapy localization and a trigger and the fascial? Какая разница между терапевтической локализацией, триггерным точкам и фасцией? А здесь частично, частично. Что частично? конкретно, локально. Локально, триггер. Well, if we speak about trigger, that is something that is local. The trigger point therapy localization will be very small. Правильно? Very Триггер, good. Очень растяжение хорошо. триггер And дает the fascia- гипертоничность, спазм. Yes, but not the spasm is not related to therapy localization, but it is a trigger phenomenon. Yes. Tell them that. Спазм дает weakness. The spasm, the jump sign, Yes, sit it down. Trigger. the jump sign found in the trigger point, the jump sign found in the trigger point problem, Если есть проблемы с осуществлением прыжка триггерной точки, is not related necessarily to the therapy localization, не обязательно соотносится с терапевтической локализацией. but it is a phenomenon found in trigger point, Но active это trigger points. то, что всегда является в активной триггерной точке. But the thing that's most important with applied kinesiology Но что более важно в терминах прикладной кинезиологии, and the way that helps you make a diagnostic conclusion as to what you find и то, что помогает вам прийти к правильному диагностическому заключению, is how big of an area of therapy localization you find. зависит от того, насколько большая та область, где вы проводите терапевтическую локализацию. So when therapy localization is positive over a longer area of the muscle, a greater length of the muscle, Когда терапевтическая локализация дает положительный результат на большем участке, it indicates a fascial problem. это говорит о проблеме фасции. And when it's local, it indicates trigger. А когда она локальная меньше, тогда триггерная точка. So the way to do this Теперь как это сделать? is to pre-stress, Значит, привести пациента в состояние стресса, recreate the weakness, потом воспроизвести слабость and try and find the cause и потом постараться найти причину. of the weakness. Now the patient can Слабость. sit Теперь пациент сядет to do this because it's faster. потому что так быстрее. Now I'm finding a very small area Я нашел очень маленькую область on the lateral pole of the gastrocnemius. на латеральной части икроножной мышцы. So this would indicate Это будет trigger. индикировать And I триггерную think точку. it's a latent trigger. You have pains there when I press. I think it's a latent trigger Я думаю, что это латентная триггерная точка, because he has no jump sign. потому что он не прыгает. And the way to test the latent trigger would be how? А какой способ обнаружения латентной триггерной точки? To give load, to provide load.
Yes, because with applied kinesiology, how do you test the difference between an active and a latent trigger? Теперь, значит, говоря в терминах прикладной кинезиологии, как вы дифференцируете активную и латентную триггерную точки? Yes, Давайте постучим по ней. No, therapy localization. Therapy localization. How would you tell the difference? А как вы определите разницу? Провокацию делаем. Challenge. Well, yes, it's a type of challenge. A latent trigger, Значит, если будем говорить о латентной триггерной точке, the body doesn't really know exists, doesn't believe there's any problem. тело, по сути дела, не верит в существование проблемы. When the body doesn't recognize the problem, А когда тело не признает наличие проблемы, therapy localization will be negative. терапевтическая локализация будет отрицательная. In an active trigger, А если активная триггерная точка, localization will be positive. терапевтическая локализация будет So we положительная. can use therapy localization То есть мы можем использовать терапевтическую over локализацию the trigger, над триггерной точкой, but when Peter begins using his muscle, но когда Петр начнет использовать мышцу, вниз нажимайте, the latent trigger becomes active когда латентная триггерная точка on становится contraction. активной при сокращении или при растягивании мышцы. And this is how you determine the difference between a latent and an active. И именно таким образом вы обнаруживаете различия между активной и латентной точкой. And the difference between fascia, А различие между фасцией и триггерной точкой. and it's very simple, Это очень просто. and it aids you in your therapy. И помогает это вам в лечении. Because this is a secondary trigger, Потому что это вторичная точка. I might not choose to work it, to correct it. По сути дела, это такая второго значения точка. Может быть, я даже и не буду на ней работать. And might try to work on some other factor, И я постараюсь и, может быть, поработаю в ней в другом месте, which is part of the latent trigger cause. в другом месте, которое является причиной возникновения триггерной точки. And you can note the difference in inflection capacity in Peter Кроме того, вы можете обнаружить различия в способности к флексии as opposed to the right, в левой по отношению к правой. just by this simple test. Очень использую достаточно простой тест. And the flexion capacity, dorsal flexion capacity here is almost normal. И здесь, если мы будем говорить о способности стопы к дорсифлексии, она практически нормальная. Okay, before we break for lunch, let's test these two muscles, Значит, прежде чем мы прервемся на обед, давайте займемся этими двумя and then мышцами. you're able to go to lunch. А затем вы сможете пообедать. Okay, let's test them. Everybody Пожалуйста, together. друг на друге. Question. Question. Пожалуйста, вопрос. Вот этот экстенсионный тест, это для фасции, для латенты или просто для триггерной точки? Да, последний. Для фасции. Ну, может, она причина не видела. Какой тест вы имеете в виду? Dorsal flexion. No, that's only to test the lengthening capacity of the muscle. Нет, это только для того, чтобы выявить способность мышцы к удлинению. Но не фасция. Да I'll подтащая. explain again, no. Нет. But it may indicate a fascia. Значит, это может показывать фасцию. Everyone to look. Пожалуйста, все посмотрите сюда. You check for relative lengthening of the musculature Значит, вы проверяете потенциальную способность мускулатуры к удлинению. with the leg in extension, Когда нога в экстензии, it's the gastrocnemius. это икроножная мышца. With the leg flexed, Но когда нога во флексии, you contract, you shorten the gastrocnemius, вы сокращаете и тем укорачиваете икроножную мышцу at the knee, в колене. which allows the muscle to lengthen, И это позволяет увеличить мышцу. and you test the soleus. А потом вы камбаловидную тестируете. So if there is a shortening, restriction of the flexion capacity, То есть здесь есть некоторое сокращение в способности флексии, with the knee flexed, когда колено согнуто. the soleus is contracted. То есть здесь камбаловидная сокращена. It aids you in making your diagnostic inputs when testing these muscles. То есть это позволяет, это помогает вам оценить, вернее, помогает вам при лечении. The soleus, as you know in your book, То есть, как вы знаете из ваших книг, камбаловидная мышца, is shown to be tested in applied kinesiology in this fashion.
Обычно работа производится в позвоночной извилке вот таким образом. And it's almost never found. Но, как правило, она никогда не It's a обнаруживается. very bad test. Это очень плохой тест. So the way to evaluate the soleus muscle То есть способ, как оценить камбаловидную мышцу, is to use the gastrocnemius это нужно использовать икроножную and therapy localization. и терапевтическую локализацию. When the localization is positive Если она положительная, on the tissue overlying the soleus area, в той ткани, которая располагается над камбаловидной мышцей, you can conclude then that the soleus is the problem. тогда вы можете сделать вывод, что проблема находится в камбаловидной Now мышце. this doctor has very good soleus and gastrocnemius capacity. Здесь вот хорошая и икроножная, и камбаловидная. Now somebody that has potential problems, I can show this. А если есть люди, у которых есть с этим потенциальные проблемы, Somebody that has restriction. We'll try Slava. Well, Slava, I saw you yesterday with it. Okay. To show you how to determine the difference between значит, чтобы показать, как обнаружить разницу между gastrocnemius икроножной мышцей. and the, you can sit Slava. Okay. Well, And what? Now- Slava has very tight gastrocs. Значит, у него очень натяженная, напряженная икроножная мышца. Расслабь. No, he doesn't. He was just tight. This one is very tight. Значит, вот левая очень напряженная. Bent, Согните ногу, less tight. теперь меньше So our напряженная. initial indication would be for the gastrocnemius. То есть первичная индикация, показатель будет для слабой икроножной. And our palpatory pain response tells us it's И gastrocnemius too. потом, когда мы производим пальпацию, мы видим, что это вызывает боль. So we test it, Тогда мы проводим тестирование, and it's weak. она слабая. Therapy localization will tell us if we're testing the right muscle. Терапевтическая локализация поможет нам понять, правильную ли мышцу мы тестируем. Now this muscle is therapy localizing throughout its length. То есть вы видите, что мышца подвергается терапевтической локализации по всей своей длине. So we're looking at a generalized contraction of the muscle. Когда мы смотрим на общую способность мышцы к сокращению, We know it's not a fascial problem. Why? то есть мы знаем, что это не проблема фасции. Почему? В ограниченных Она участках. ограничена. Because it's located. То есть No, it's located large. В один. Да. Because it's weak without stretching. Потому что она слабая, без натяжения. So it's a muscular То contraction, есть это мускульное which сокращение, is also prevalent after an injury. что обычно бывает после травмы. And has he had a foot injury on У вас была травма стопы? Травма стопы была. This usually tells you Обычно это сразу легко понять. nothing. And this is what I said earlier. Это как раз то, о чем я говорил раньше. Post-injury То есть это посттравматический, will cause this muscle to continue. значит, травма в лодыжке будет вызывать проблемы в икроножной мышце. And then you get the overpronation. А когда у вас будет чрезмерная пронация, Oh, you can't see. No, can't see. Sometimes you'll be able to see it on the shoes. иногда даже это по туфлям можно заметить, по обуви. We can already see on the left foot the tendency to rotate inward. Но даже вы видите здесь, что тенденция левой ноги идет ротация вовнутрь. This is where your evaluation of the foot would be very important. И именно в этом месте очень ценно сделать, оценить стопу. So I'll show you very quickly what you can do. Я очень быстро покажу вам, что нужно сделать. Remember his peroneus tertius from yesterday is still very weak. Помните, что третичная малограцовая у него очень слабая. And his longus and brevis, peroneus, longus and brevis, И короткая и длинная малограцовая. and he's rotating in to protect То есть опять производится ротация вовнутрь, the strength in the tibialis posterior. чтобы, так сказать, защитить силу мышцы задней, And the only muscle working which correctly, posterior, tibialis, большеграцовой задней. and
And the only muscle working correctly is the... Единственная мышца, которая функционирует нормально, это передняя большеберцовая. So we're getting foot instability, which is affecting the upper leg. То есть вы видите, что у нас нестабильность стопы, которая дальше дает отголосок на выше по ноге. It can potentially affect the low back and then the cranial dural mechanism. И в конце концов это даст свой эффект и будет оказывать воздействие на крестец и на крайне сакральный Now механизм. this is where applied kinesiology helps you find out very quickly what you need to do. И как раз это тот случай, когда прикладная кинезиология поможет вам понять, что сделать. We already have a positive therapy localization along the gastrocnemius. То есть у нас по всей длине икроножной мышцы была положительная терапевтическая локализация. Let's see how important that muscle is for the foot. Давайте посмотрим, насколько эта мышца важна для стопы. For the peroneus tertius, nothing. Для третичной малоберцовой никакого значения. For the tibialis posterior, nothing. Для задней большеберцовой никакого. So it doesn't affect the foot. So I'm more inclined to believe the foot is affecting the muscle. То есть я склонен думать, что стопа оказывает воздействие на мышцу. So we've already made one diagnostic conclusion То есть мы уже сделали один диагностический вывод. that we can wait to look at the gastrocnemius until we look at the foot. То есть мы не должны смотреть на икроножную мышцу, пока мы не займемся стопой. Now when you find this type of a pattern, И когда вы находите такой вот тип паттерна, you can usually conclude that the type of injury was a grade 3 sprain. Type of injury was a grade 3 sprain. Distortion. а что тип повреждения, это было сильное искажение в Do стопе. you grade them here? 1, 2, 3. Ну, A grade 1 strain Нет, я просто не поняла. is when you twist your foot or your knee or your arm То есть имеется в виду градация повреждения. Я не знаю, принято или нет. Степень 1, степень 2, степень 3. but you can still walk with a То есть slight вот сейчас bit он рассказывает, что бывает при первой and степени. stand on it То есть вы можете ходить, можете стоять на and ноге. even continue activity. И даже продолжать деятельность можете. Grade 2, Если это фаза вторая, то она скручивается you can стопа. get up, То есть вы можете встать, but it hurts но вы испытываете боль при and you have to ходьбе. stop activity. И вам тогда уже деятельность какую-то вы должны прекратить. A grade 3, А если это степень третья, you fall down, то по сути дела вы падаете. you can't get up. И вы встать даже не можете. You can't put any weight on it. That's То есть it. нагрузка никакая не идет сюда. Now usually the worse the strain, И, the worse the distortion, the greater the distortion in the foot, и чем большей степени нарушения в стопе, you'll find more of the stabilizing muscles weakened. чем больше стабилизирующие мышцы, находящиеся в стопе, будут So слабыми. the normal lateral strain Обычное латеральное напряжение will have the ligamentous irritation, обычно приведет к раздражению связок при пальпации. but as the extensor hallucis muscle Но когда экстензоры мышц большого пальца also weakens, тоже слабеют, along with the tibialis posterior, вместе с задней большеберцовой, we're looking at a potential sprain that involved the syndesmosis at the tibiofibular area. Syndesmosis. Синдесмоз. Как ты говоришь, синдесмоз? Когда смотрим на синдесмоз, And it involves the talar dome. тогда оно вовлекает арку таранной кости. It's when the tibia and the fibula meet, Это когда большеберцовая и малая берцовая встречаются, and this will tear. и связь рвется. And this is why they have pain in this И area. вот как раз поэтому боль в этой And области. you can get rid of this very quickly И от этого можно очень быстро избавиться, by using applied kinesiology используя прикладную кинезиологию. to find the bony elements То есть найти костные элементы, that need to be treated. которые надо полечить. And I'm using challenge. Я использую провокацию. Okay? I love you.
Now I'm challenging Теперь я провожу провокацию, to find the various bony directions чтобы найти различные, так сказать, направления расположения костей, that I need to treat. по которым я должен провести лечение. So in this instance, I'm finding a talus that is shifted laterally, То есть я вижу здесь таранную кость, которая сдвинута налево, and actually his tibia has shifted posterior on the foot. а большебицовая кость сдвинута к стопе. So he'll have some posterior pains Будет боль у него сзади, on the tunnel, the tarsal tunnel. на тарсальном туннеле. And he does, И вы это видите. where he doesn't have here. А здесь на правой ноге нет. And this is found by challenge. И это обнаруживается при помощи Raise the провокации. big toe, Значит, сгибаем большой палец, challenge the bone, потом кости делаем провокацию, and retest. потом проводим повторную. Strengthening of the big toe. То есть вы видите, что напряжение большого пальца показывает то направление, где идет проблема. So I'll just treat this, Я сейчас буду лечить, and then when we come back after lunch or after our break, а потом после обеда вернемся. we'll do a workshop. Тогда мы будем заниматься практическими делами. Now I'm treating Теперь я лечу его, the foot, я лечу стопу. the lateral talus first, То есть сначала латеральная таранная кость. and this will be the tibia Это будет большеберцовая кость, которая сдвигается назад on the plateau of the talus. на плато таранной кости. Ask Slava if this was a very bad accident, very bad distortion. Это серьезная травма была? Swelled up very big. То есть она распухла потом, да? And this is how you can tell the patient То есть, how bad the problem was. то есть вы даже можете по виду стопы уже, так сказать, сказать пациенту, какого рода травма у него была. Relax, Slava. Расслабьтесь. Okay. The foot. Расслабьте стопу. Got it. Хорошо. Now I just shifted the tibia on top of the plateau of the talus. Теперь я передвигаю большую кость по направлению к плато таранной кости. And we get an increase in muscle strength. И мы имеем увеличение в силе мускулатуры. Now we're looking for the strength increase Теперь мы смотрим, есть ли увеличение in силы the peroneus в малоперцовой and in the tibialis posterior и в задней большей берцовой. has not yet recovered. Значит, пока еще нет. So we challenge the bones Тогда проводим провокацию кости. and adjust again. И потом еще раз. Better. Лучше. Then we go to the gastrocnemius, Потом мы переходим к икроножной. and it's changed its characteristics, Характеристики изменились, but it's still short. но все еще короткая. Now we know it's fascial. Теперь мы знаем, что это фасция. Okay? Now when we get back, Когда мы вернемся, we'll let Slava walk мы попросим Славу and see походить. how good the treatment was. И потом посмотрим, насколько эффективно было лечение. And then we'll work through this and we'll let you workshop it. А потом мы будем заниматься практически. Остается сильной. And this test remains a very short period of time, И этот тест действует в течение короткого промежутка времени. but it indicates that if Paul will have problems, it will be in the area of supination. Но это говорит то, что если у Павла есть проблемы, то они связаны с супинацией. This is a very quick test for you to evaluate both feet То есть это очень быстрый тест, который позволит вам оценить обе ступни. and the ability of the foot to absorb stress in the different primary positioning. И способность ступни принимать нагрузку в различных положениях. Now we can further evaluate. Did Dr. Smith show you jugular compression last year? Регулярная компрессия была у нас в прошлом году? Ludmila? Была. Я? Compressione giugulare. Е. Did he show that? Вы заключно любить плейсовать? Компрессию Не было. показывал? Не было. Регулярную. Не показывал. Неухилидно. Okay.
One way to determine whether you have cranial dural lesions or dural lesions Значит, один из способов посмотреть, если повреждение в дуральной оболочке, is to perform the jugular compression test. значит, это провести тест югулярной компрессии. What happens is when you compress bilaterally the jugular veins, the internal and external jugular И veins, когда вы шейные вены тестируете с обеих сторон, this blocks the venous drainage of the cerebral spinal fluid from the cranium. это способствует, приводит к тому, что происходит дренаж спинномозговой жидкости Plexus in the brain of the cerebral spinal fluid, normal metabolic production Значит, обычное метаболическое продуцирование of the cerebral spinal fluid спинномозговой жидкости in the plexuses of the brain в сплетениях мозга remains constant. остается постоянной. So when you occlude the drainage, А когда venous drainage, when you do what? occlude the venous drainage, What do you mean by occlude? И закрытие, оклюдия. Когда вы, значит, блокируете дренаж венозный, this causes an increase in cerebral spinal fluid pressure. тогда, значит, это приводит к давлению на спинномозговую, к увеличению давления на спинномозговую жидкость, Which has been measured very often by venous puncture, venous lumbar puncture. I'm sorry. и очень часто это измеряется при помощи пункции. This maneuver is called Quickensted's maneuver. Этот маневр называется Quickenstead. Quickenstead. знаете, да, Викенштеда? By Dr. Henrik George Quickenstead. Доктор Hans Ганс Heinrich Генрик George Джордж Quickenstead, Квикенстед. and he's dead now. Сейчас его не доживет. Who found this technique, То есть он обнаружил, развил эту методику, and I developed it for applied kinesiology. а я применил ее при прикладной So кинезиологии. one way to observe for dural torquing Значит, один из способов обнаружения дуральной торзии related to the feet, as Dr. Smith was mentioning, имеет отношение к стопе, как уже вам говорил доктор Смит. is to use the jugular compression Значит, это использовать югулярную компрессию, while the patient is in a pronated в то время как пациент or находится в supinated состоянии position. пронации или супинации. Now, once you've cleared the cranium, as Dr. Smith showed you earlier, Когда вы провели коррекцию в черепе, как раньше вам показывал доктор Смит, the jugular compression performed by manual compression of the jugular veins регулярная компрессия, которая обрабатывается при помощи нажатия на регулярные вены, should be negative, должна быть отрицательной. which it is. И это как раз тот случай. Now let's put Paul into pronation Теперь давайте поставим Павла в состояние пронации. and test while compressing the jugular. И теперь, значит, будем проверять, будем тестировать во время нажатия на югулярные вены. Хорошо? Thought it was a fly. Okay, pronation, Значит так, пронация у нас. testing with the jugular compression, Делаем тест одновременно с югулярной компрессией. and supination, Теперь супинация. and testing with the jugular И compression, опять тот же тест с югулярной компрессией. causes dural torque. Это вызывает дуральную торзию. When the dural torque when the dura is being provoked, То есть, когда твердая мозговая оболочка провоцируется, the increase in cerebral spinal fluid pressure, провоцирует увеличение давления спинномозговой which is жидкости, putting internal pressure on the dural membranes, которое, что в свою очередь приводит к увеличению давления на дуральные мембраны, now becomes sensitized, и теперь она становится чувствительной, and the test becomes positive, и тест становится положительным. but only Но если только while compressing one or the other of the jugular в том случае, если вы осуществляете компрессию одной или другой югулярной вены. jugular veins. Don't breathe in. He's breathing in. Не надо вдыхать. He's
breathing in, which changes Значит, the cranial sacral mechanism. он делает вдох, и сакрально-крестцовый механизм меняется. Краниально-крестцовый. Now this shows you, Это показывает вам using another method, при помощи использования the другого importance метода of what Dr. Smith was trying to tell you yesterday, важность того, о чем доктор Смит говорил вам вчера. that the feet are extremely important in correcting this cranial dural torque. Что стопы имеют огромное значение при коррекции дуральной торзии. So what we want to do is we have two methods now of examining for this possibility. Теперь, когда у нас есть два способа обнаружения таких вот возможностей, One, the mechanical function by stress testing the feet. то есть одно это механическое, когда мы состояние стресса приводим стопы. After supination, stress testing tests the tensor fasciae lata. То есть вы помните, что после стресса супинации вы проверяете мышцу, напрягающую широкую кассу бедра, And pronation stressing tests the iliopsoas а musculature. когда вы приводите состояние стресса в состояние пронации, тогда вы тестируете пояснично-подвздошную мышцу. Now, if you're not working just structurally, locally on this patient, Если вы локально не работаете на пациенте и задействуете структурную сферу, you'll want to possibly attempt to evaluate the influence of this structural disequilibrium in the foot тогда, вероятно, вам нужно посмотреть, как вот это нарушение баланса в состоянии стопы with respect to the dura, будет соотноситься с твердой мозговой оболочкой. because it complements your correction as you were hearing from Dr. Smith yesterday. Потому что оно как бы дополняет коррективные методы. In this instance, Paul, В этом данном случае у Павла, with his supination problem, когда у него проблема с супинацией, does influence the dura, и есть как раз воздействие на твердую мозговую and you would оболочку. want to work on the feet to influence this problem, to decrease this problem. Ему нужно будет походить, чтобы эта проблема была снята. Then you can progress through your normal workup, Потом вы будете дальше следовать всегдашней своей процедуре, as we showed you earlier, то есть как мы вам показывали ранее. and in the absence of obvious muscular discoordination, И если вы будете иметь отсутствие, если у вас не будет, так сказать, никакого нарушения в функционировании мышц, he should be fitted for orthotics. тогда нужно будет Orthotics. Foot devices. супинаторы, тогда нужно Do будет they use those специальные. here? Ну, у нас же специально есть такие приспособления, да? Do they use them here? They're very bad. Galena, do they have that? Oh, I thought it was just other devices. Приспособления есть у нас? Ah, Galena's company. Галина Байкал. They have, of Oh, they do. course, but they're very bad. They'll be better if you evaluate them with your AK. Но все равно это лучше, чем ничего. Sometimes with applied kinesiology, you take the same orthotic Когда вы работаете в терминах прикладной кинезиологии, вы используете те же ортопедические приспособления, and make the same test, and if it reduces the positive muscular imbalance, и проводите тот же тест. И если это приводит к положительным it результатам, indicates в the смысле orthotic это снижает положительные результаты, is functioning well enough to aid in correcting this тогда problem. вы делаете вывод, что эти приспособления имеют положительный результат для пациента. However, with all things, Тем не менее, our idea is to improve the capacity of the body to resist this kind of stress, состоит задача в том, чтобы дать организму возможность сопротивляться вот этому or стрессу. correct the function of the body so that this stress doesn't occur. Или произвести коррекцию организма или какого-то участка тела с тем, чтобы эти проблемы ликвидировать. So in general, I prefer to evaluate the foot Но вообще я предпочитаю оценивать стопу more closely более детально and the musculature и мускулатуру, to be able to correct this before we make the decision to use an orthotic. для того, чтобы можно было произвести корректировку, прежде чем я буду думать о возможности использования ортопедических I приспособлений. believe the decision to use orthotics in many cases is a bit premature И я считаю, что решение врача использовать ортопедические приспособления иногда бывает слишком поспешным. and usually relates to this mechanism I told you earlier, И обычно это имеет отношение к тому механизму, о котором я вам рассказывала раньше. whereby we have gastrocnemius
где у нас, помните, была икроножная мышца. This is the pain test, То есть это тест на боль. and it's very good. Это очень хороший тест. Now I'm torturing Paul Теперь я просто пытаю Павла. to make a point. To make a point. To make a point. What do you make a point? To emphasize something. Для того, чтобы вам это, так сказать, более сделать очевидным для вас. Это процесс пытки. He had bilateral foot dysfunction causing cranial dural torque. То есть у него дисфункция стопы, которая вызвана нарушением краниального Rather механизма. than unilateral. Двустороннее, а не одностороннее. So I'm correcting as much as possible the one gastrocnemius. То есть я произвожу коррекцию, как только я могу, с одной стороны икроножной мышцы. And if this changes, И если это приведет к изменениям one or both tests, одного или обоих тестов, this now makes no change in the tensor fascia lata on the left. значит, видите, в левой мышце, напрягающей широкую фасцию бедра, изменений нет. The right side remains weakened, Значит, правая сторона продолжает оставаться слабой. which shows that we should concentrate perhaps more on the function Это говорит о том, что, скорее всего, усилие внимания нужно сконцентрировать на функции, rather than just separately with immediately using orthotics. скорее, чем сразу пациенту прописать использование ортопедических приспособлений. One foot. The right foot only. Только правая нога, только правая нога. Now the right foot with jugular, no. Only the right foot. Только правая нога. Only the right foot. Should he lift the left one? No, he can stand with the left foot. Можно и не поднимать, но только правой. He's not a stork. Tell him he's not a stork. He can stand on both feet. Okay. Now I'm using jugular compression. Значит, я опять регулярную компрессию использую. Put more weight on the right foot. Больше силы давления на правую стопу. He was compensating by putting his weight on the other foot. То есть, вы видите, он пытался компенсировать, потому что за счет того, что на левую ногу тоже давал The давление. dural torque occurs from a closed chain mechanism, we call it. И дуальная торсия происходит из закрытого, так сказать, закрытого механизма цепочки. By neural stimulation at the sole of the foot, which increases muscular imbalance in the pelvis. Never mind. It's by neural stimulation on the sole of the foot. Потому что нейронная стимуляция на подошве, на подошве стопы, Which changes postural balance, которая меняет постуральный баланс hence causing dural torque. и вызывает дуальную Now, торсию. standing only on the left foot supinated, А если стоит он только на левой ноге в состоянии супинации, with more weight on the left, и больше силы давления идет на левую, we no longer get the positive jugular compression test, у нас уже больше мы не имеем дела с положительным тестом ювелирной компрессии. which coincides with the tensor fascia lata change. А это как раз совпадает с изменением в мышце, напрягающей широкую фасцию So, бедра. we'll do a workshopping. Значит, теперь мы займемся практикой. I want you to test the gastrocnemius musculature. Значит, я хочу, чтобы вы протестировали мускулатуру икроножной мышцы. Very often it will be strong. И очень часто она окажется сильной. Try the stretch test Потом, значит, вы сделаете тест на растягивание. and then retest the gastrocnemius musculature. Потом вы проверите повторное тестирование икроножной мышцы. Remember to stress the gastrocnemius, the knee must be an extension, Вы помните, что колено должно быть в экстензии. and to test basically the soleus, you bend the knee, А чтобы протестировать камбаловидную, вы сгибаете колено stretch the soleus. и растягиваете камбаловидную. Since they do function together, Потому как они функционируют вместе, you can use the same gastrocnemius test for both muscle tests. то есть вы можете использовать одну мышцу икроножную для проведения обоих тестов. Very often this will show up a problem that is hidden, Очень часто это выявит скрытую проблему. and then the next muscle we'll test is the popliteus, И следующая мышца, которая подлежит тестированию, будет подколенная.
And then I want you to do the stress testing of the foot. Затем я хочу, чтобы вы сделали тестирование стопы при стрессе. You didn't teach them the jugular compression last time, did you? That's what they said, I guess. No, obviously I didn't. I thought you did, and then I started talking about it, and I couldn't get out of it. Okay. So, the jugular compression test, so that nobody makes a mistake, Чтобы не было ошибки, тест на югулярную компрессию. with patients with big necks and doctors with small hands, Значит, если у пациента большая шея, а у врача маленькие хрупкие руки, can be done unilaterally можно сделать с одной стороны, rather than bilaterally. а не с двух. However, bilaterally is just quicker. Но с другой стороны, если вы будете с обеих сторон делать, это будет просто быстрее. Remember what Dr. Smith said, in general, when you have a right-sided shoulder forward twist, То есть вы помните, что говорил вам доктор Смит, если у вас правое плечо выдается вперед? you will most often have a short left leg, Помните, что у вас, вероятнее всего, будет только короче левая нога. and opposite for the left shoulder twist. И противоположно справедливо, если левое плечо пойдет вперед. Well, very often the same thing occurs on jugular compression. То же самое часто встречается, когда мы говорим о югулярной компрессии. The one foot will cause a dural torque and not the other. Если одна стопа вызывает дуральную торзию, а не другая, This is registered usually on one side compression or the other, but not both. обычно это регистрируется с одной стороны или с другой, но не с обеих. For example, with Paul at this stage, Например, если мы будем вот Павла брать вот на данной стадии, he is now positive. значит, у него положительный результат, No, same. Okay. He's now positive on the left, положительный с левой стороны результат. which shows the torquing crossover mechanism which Dr. Smith was speaking about as well. Это как раз говорит о том механизме торзии, о котором рассказывал доктор Смит. Although this doesn't always have to be this way. То есть это хотя не говорит о том, что так всегда должно быть. But the positive reaction is on one side or the other, mainly due to the fact Но положительная реакция или с одной стороны, или с другой говорит о том, that the postural changes change the muscular attachments to the cranium as well, что постуральные изменения приводят к изменениям в прикреплениях мышц в черепе, as well as the dura, так же, как и твердой мозговой оболочки. one side or the other. Close Рот закрыть? this slightly. Немножечко. The jaw musculature Если мы будем говорить о мускулатуре will скул, be more tight. It's они much будут, more tight on the right, она гораздо напряженнее с правой стороны. which is related, and it's even worse now. Даже It еще, goes сейчас, into- даже еще хуже. Now we'll put him in pronation, Теперь поставим положение пронации, and it changes it. и все это меняет. Supination, То есть супинация, and you can actually feel the muscle tighten up. See? и вы можете, по сути дела, почувствовать, как мышца напрягается. Which shows you how the dural torque is affecting from the foot То to the есть head. вы видите, как, скажем, влияние идет от стопы к дуральной торзии в краниум. So we'll do these various techniques. We'll look at the muscles first, Значит, когда мы будем тестировать, прежде всего нужно посмотреть на do мышцы, the local checking, потом сделать локальную проверку, and then we'll move to the global checking with a stress test. а потом пойдем уже к более, так сказать, универсальной проверке при помощи стресса. If you find one or both positive, И если вы найдете одно или оба положительные, examine to see if this is related to the dura, тогда проведите обследование и посмотрите, имеет ли отношение к твердой мозговой оболочке, using the jugular compression. используя регулярную компрессию. Now make sure you're testing muscles that are not hypertonic. И, убедитесь, что вы тестируете мышцы, которые не являются гипертоничными. So as I did, I used a combination anterior deltoid serratus anterior, То есть я использовал переднюю дельтовидную и зубчатую, which in general they're very often on the same meridian, которые располагаются часто на одном меридиане. and it provides a good functional muscle test for this И positioning. для этого положения обеспечивает очень хороший мышечный тест. Once you're positive your indicator muscle is not hypertonic,
А если ваша мышца индикатор не является гипертоничной, you can attempt jugular compression in a neutral position, тогда вы будете проводить регулярную компрессию в нейтральном положении. and if it's positive, А если это положительный you результат, may be dealing with cranial problems, тогда, может быть, у вас краниальные проблемы. and you won't be able to evaluate the feet using this method И тогда вы не сможете оценить стопы, используя этот метод, until you correct the cranium. пока вы не проведете корректировку черепа. You could, however, you could actually put the person in that gait, in the gait that corrects the torsion, and that would take away this, I'm sure. So that's another thing. Should I say that? It's the same thing, it's just you're blending two techniques. Yeah. Есть механизм. Well, no, yours. I'm just saying, well, how do you evaluate the feet? So you can shoot by jumping. Oh, yeah, yeah. But it's not evaluating the effect on the duro. Oh, I see what you mean. I want the, you can have it not affect, you can have a positive, but it doesn't affect the duro. Well, you can do the same technique as I do with moving the arm when you standing in gait position. Oh, that's what you're doing. Okay. So you can just see whether you change the narrow time to the stress meridian. So it's the same thing. Put them in pronation or supine. Okay. Okay. Does everybody understand? Так, понятно то, что вот я пока говорил? Next one. Dr. Smith and I will help you find the jugular compression area because Значит, мы поможем вам найти область для проведения регулярной компрессии. a lot of people have difficulty in finding it, or they'll be incorrect in their location. Значит, у многих людей, врачей, возникают проблемы с идентификацией именно вот нужного места. It lies, both of the internal and external jugular veins underlie the sternocleidomastoid muscle, Значит, и наружные, и внутренние регулярные вены, они находятся на грудино-ключично-сосковой мышце. about 1 centimeter inferior to the mastoid process of the То temporal есть на bone. 1 сантиметр вперед по отношению к сосцевидному отростку. So you want to compress it laterally, То есть вам нужно делать компрессию латерально. crossing over the sternocleidomastoid muscle, То есть пересекая вместе грудино-ключично-сосковую мышцу, about at the level of the C2 transverse processes. примерно на уровне второго поперечного отростка. And this will, with pressure, occlude the drainage. И это как раз будет Block. будет блокировать спинномозговую жидкость Okay, and increase the cerebrospinal pressure. и усиливать спинномозговое давление. Okay? So, let's break up, Так, теперь, пожалуйста, do the workshop, часть стопы. and one watches for movement of the И тогда, когда это осуществляется, вы смотрите, какое движение осуществляет бугор большей берцовой кости. See? Now, allow her leg to move medially, Значит, нога пациента движется медиально, А стопы я просто фиксирую. and you will find it much more difficult to test. Allow her leg to move medially, Значит, еще раз, вот это очень принципиально, что колено, нога пациента должна allow the leg to move medially, пусть нога движется медиально. and observe. Tell her to listen to me. Слушайте, что говорит. Allow the leg to move medially, Вы должны позволить пациенту осуществлять медиальное движение ноги. and now try to test. А теперь попробуйте провести тестирование. The popliteus becomes much more strong И вы чувствуете, что подколенное становится сильнее. because the weakness is hidden by the activity of other muscles. Потому что здесь слабость за счет других мышц обеспечивается. Primarily the sartorius, etc. Может быть, это корняжные мышцы и так So далее. the knee should be in a neutral position. То есть колено должно быть в нейтральном положении. And test the other side. Теперь проверьте с другой стороны. Он сразу поставил так. Not allow medial rotation of the knee Значит, еще давайте мы вернемся к практическим so занятиям. that we can finish up with the ankle stress test. Чтобы мы могли закончить
оценку лодыжки в состоянии стресса. jugular compression. И сделать тоже регулярную компрессию. Now, to reiterate what Dr. Smith taught you in Sochi last year, Чтобы повторить то, чему учила вас доктор Смит в Сочи в прошлом году, is the therapeutic input for fascial and trigger point problems. то есть это терапевтическая методика, которая применяется при лечении фасции и триггерных точек. The stretch response, Значит, the pre-stretch реакция на растяжение of muscle, мышцы, when it is normal, когда она нормальная, should be an increase in strength. должна привести к увеличению силы. We know this from normal research. То есть мы это знаем из обычных исследований. All sports people Все спортсмены, pre-stretch before making their physical effort. то есть до того, как они какую-то нагрузку физическую выполняют, они осуществляют предварительную High растяжку. jumping, То есть прежде чем они будут прыгать в высоту, в длину, или что-то будут бросать, playing karate, или будут карате заниматься. anything, you pre-stretch То есть чем бы вы ни to занимались, increase the power вы that the должны muscle сделать can give. предварительное растяжение, чтобы, так сказать, потенциальную силу мышцы обеспечить. This is what we were talking about with the gastrocnemius, То есть это то, о чем мы говорили по отношению к икроножной мышце. and why this muscle very often is the cause of foot dysfunction, И почему часто эта мышца вызывает дисфункцию стопы? because a very minute amount of shortening causes a great change in the muscle capacity to work. Потому что незначительное уменьшение, укорочение вызывает большие проблемы в функционировании мышцы. And the stretch reaction, when it is negative in applied kinesiology, А реакция на растяжение, когда она отрицательная в прикладной кинезиологии, indicates one of two problems. говорит об одной из двух проблем. A trigger point Это триггерная точка or fascial. или фасция. The way to determine with therapy localization which one you have И способ определить, которая из них имеет место при помощи терапевтической локализации, is that the therapy localization will be positive over a состоит в small том, area что терапевтическая локализация будет положительной на небольшом участке for a trigger point, для триггерной точки, and for a fascial problem, а для проблемы с фасцией, obviously because the fascia is longer, естественно, поскольку фасция сама больше, will be over the entire muscle length. то есть она будет по всей длине мышцы. And we're going to demonstrate this, И мы сейчас это продемонстрируем. and Dr. Smith very nicely brought some baby butt cream. И доктор Смит, это милость его стороны, принес No, pour me детский, to me, so that we don't torture our patient too. то есть он принес детский крем, чтобы мы пациента не слишком жестоко мучили. You can use it. You can do the technique without cream, То есть вы можете провести технику, не используя крем. powder. Можете использовать пудру. And men, however, usually has a tendency to remove most of the hairs, the surface hairs. It removes most of the surface hairs И обычно, on the skin. On people like me, it's not very nice. значит, когда тело волосатое, то это не очень приятно. So since the gastrocnemius muscles are very often involved Поскольку икроножные мышцы часто бывают задействованы, with shortening type problems, проблемы такого рода, что мышцы укорачиваются. we'll try and demonstrate this. Сейчас мы посмотрим это на ком-нибудь. Who had the shortened У кого было укорочение икроножной мышцы? A lot of people. У Павла. You had it. Yours was. Александр, Alexander has. Peter. Okay, we'll use a new guinea pig. Новую модель используем. Now remember the characteristic with this stretch testing and applied То есть kinesiology вы помните, что отличительная черта техники растяжения в терминах прикладной кинезиологии. is that the muscle will test strong in the clear, То есть вначале мышца должна быть сильной. I don't think he's got it, but we'll look. Я не думаю, что у него это есть, но посмотрим. See, applied kinesiology should fit normal. Relax, love it. Should fit normal other normal orthopedic tests. То есть можно использовать и другие ортопедические тесты. He has rather good dorsiflexion of the foot, То есть у него очень хорошая дорсифлексия стопы. so we'll try Так, сейчас посмотрим. pre-stretching. Делаем предварительное растяжение. He
doesn't have it, У него этого нет. so we'll change. Изменим. Хорошо. Peter, he had it. That's right, he had it. Поскольку Петр теннис есть заядлый, то у него может быть A это very и будет. simple way to test to evaluate prior is to do a Самый простой способ оценки gastrocnemius compression test. He doesn't have it. сделать тест на компрессию. Relax. Расслабьтесь. Pull. He doesn't have it. So I'll try the soleus. So the one test was stretching the gastrocnemius primarily. То есть, значит, один тест состоял в том, что я растягивал икроножную мышцу, а другой в том, что я растягивал камбаловидную. Is there a female here that likes to wear high heels? Значит, есть ли дамы, которые носят туфли на высоких каблуках? Есть такие? Ильяна? Я только вчера носила. No? Natasha, no. Who has trouble when they stretch forward like this? When they... У кого есть проблема, когда тело как бы вперед выпадает? I'll find somebody, it's not hard. Have a female up here and stretch a female. То есть тут нужна дама. Well, somebody had, did anybody find it? Людмила Федоровна, боже мой. Okay. You're okay, Peter. А всегда назад падает. Joe, do you know where she falls? She falls backwards, She falls back. but not forwards. Well, I don't think, no, it's not the worst. I think hers is something else, but we'll try. Pull. Go away. Люза, You иди can't, назад. I'll find somebody. I know what. Хорошо все, да? Oh, Ну, слава Богу. Просто не та проблема. I know who has it. Doctor. Валерий, Timmy. Валерий. Valeri, that's it. Remember who Valeri? Не узнали потому, что тогда бражи раньше не было. Okay. Ah, he looks like the type. О, хорошо, как раз выглядит так, тот человек, который нам нужен. Relatively tight. Watch the pain test. Итак, посмотрите на... Это болевой тест. Какое счастье. I love applied kinesiology. Я очень люблю прикладную кинезиологию. He's very strong, Очень сильная мышца. stretching the То есть gastrocnemius. мы растягиваем икроножную, No strength. силы нет, No strength. силы нет. How do we determine whether it's trigger or fascia? Итак, как мы определяем, триггерная это или фасция? Therapy localization And и and palpation. if it's fascia, Если это будет фасция, it will therapy localize where? где будет терапевтическая локализация? Along the length of the muscle, A longer part of the muscle. along a larger area. This is fascia. То есть это фасция. At the soleus, no change. В капилловидной изменений нет. But the gastrocnemius, А в икроножной, да. changing, changing. So we know you can locate the area То есть вы можете определить область over the muscle that you need to strip над мышцей, которую вам надо растянуть, by wherever the therapy localization is positive. зная, если физиолокализация будет положительная. So we have about a 10 to 12 centimeter block. То есть должен блок быть от 10 до 20 сантиметров, который нам нужен, чтобы провести лечение. Now, one thing that you should check Единственное, что вы должны проверить, on people who are generally tight у тех людей, у которых обычно бывает напряжение в мускулатуре, is to see if it's a generalized problem посмотреть, или это проблема общего характера. Okay, because if it's a generalized problem, Поскольку если это проблема общего характера, it's metabolic, тогда это метаболизм. and you need to treat that as a metabolic type problem. И тогда вам нужно лечить уже, соответственно, подходя к So it метаболическому. takes 30 seconds to test another muscle group,
То есть вам потребуется буквально 30 секунд для того, чтобы протестировать другую группу Make мышц. sure that it's not a Для того, metabolic чтобы убедиться, problem. что это проблема не метаболического свойства. And if it is, you know А если это так, тогда вы уже знаете, from looking at a structural problem глядя на структурную проблему, that you need to go into the metabolic workup. что вам нужно перейти к метаболическому And процессу. usually the fascial technique И обычно те техники, которые используются по отношению к фасции, indicates a B12 type problem. Cyanocobalamin. Цианокобаламин. Oh, I thought you didn't know B12. That's what cyanocobalamin. значит, витамин В12. Okay, and however, this would be a problem involving B12 and folic acid, etc. So you need to do the То есть, workup, может быть, вам будет нужен витамин В и фолиевая кислота. which I won't go into at this time. Но сейчас я в это не буду вдаваться. Okay, on your stomach. На живот теперь. Now remember what I said, especially with the gastrocnemius muscles Помните, что я вам говорила, особенно касательно икроножной мышцы? that are shortened. То есть, если она укорочена, He will have a tendency to pronate in mid-stance because of firing of the muscles too quickly. тогда у него будет пронация в медиальной части стопы, потому что икроножная мышца будет подключаться очень быстро. The massage or the fascial ironing out То есть вы должны провести такой легкий массаж фасции. should be done, as you know, towards the heart, Должно быть сделано туда вверх по отношению к сердцу. so as not to injure the venous, the venous, what do they call them? Got venous what? This is flaps, valves, yeah. Okay. Чтобы исключить венозные клапаны. So use a substance that allows you to glide То есть вам нужно использовать какой-то препарат, крем или что-то, чтобы вы могли как бы так вот скользящие движения and you iron осуществить. out the muscle. And it's a little bit painful. То есть это слегка больно, чуть-чуть. Yeah. Oh, he's terrible. Можешь кричать. He's about to curse, Joe, they say. He's not going to curse. He's about to cry, not curse. This is the difference between an osteopath and a chiropractor. То есть вы видите эту разницу между опатом и хиропрактикой. One Chiropractors is more painful than the other. and То one есть is один more из... effective. Одна методика более болезненна, чем другая. Muscle massage work sometimes can be slightly painful, Иногда массаж может быть слегка болезненным, but it's very effective. но оно очень эффективно. The problem we have with too many massage therapists Проблема, которая часто встречается у массажистов, they work very superficially, заключается в том, что они работают или на слишком поверхностном уровне, and muscle is often very thick and dense, а мышца очень бывает толстая и такая объемная. and you need to get through all the fascia, И тогда вам нужно пройти через все, так сказать, слои фасции, and you can feel this и вы можете это почувствовать as you gain experience. по мере того, как у вас будет накапливаться It опыт. doesn't take a great amount of time. То есть на это не потребуется слишком много времени. It's less painful now. Теперь меньше болит? Less painful than this one. Меньше боль, чем на другой ноге. This one's better. This one's worse. Okay. The only problem with this technique Единственная проблема с этой is техникой. if you're a man and the table is at this height, Если у вас стол вот такой высоты, be careful for kicking your feet suddenly when there's pain. значит, проблема в том, что у вас пациент так может элегантно легнуть. It can be very painful. И тогда уже And you might слегка будет некоторая маленькая боль у врача. and you might talk with a high voice for a while. И тогда вы будете немножечко говорить выше обычного голосом. That's the fashion. Это фасция. Okay? Now, the manual muscle test now Значит, мануальный мышечный тест should be negative. должен быть отрицательным. Okay. Strong, Сильная. stretching the gastrocnemius. Значит, делаем растяжку I икроножной. missed a part. Okay? Что I ты? missed a part. То есть я пропустил часть. So therapy localization Проводим терапевтическую локализацию. will tell you what I missed. И она скажет, что я пропустил. We've got to stretch it again. Значит, еще раз про растяжку делаем. It's a small area, То есть это такая вот маленькая область. and I might have a trigger point.
и где, может быть, даже располагается триггерная точка. which is hidden underneath the muscle. То есть она спрятана глубоко в мышце, So под I'm only мышцей. finding a single area now, Теперь я должен найти ту как раз маленькую область, and I am. и я ее нашел. Right here. Got it? This is now a trigger point. Вот это как раз триггерная So точка. you can have both phenomena. And the trigger point, now we can show the trigger point. The trigger point should be treated while the muscle is under stretch. Значит, триггерная точка лечится тогда, когда мышца находится под напряжением. And you can usually feel the area И как раз вы можете чувствовать эту область, because it causes pain. потому что она вызывает боль. And I use ischemic compression. И теперь я использую компрессию кожи. You can use injection То есть можно сделать укол of procaine прокеина, if you desire, если вы так уж хотите. or you can use an icing down with an ice cube. Ice. И вы можете в кубик положить льда, But you can't make the skin too cold. но вы должны смотреть, чтобы не слишком не переохладить кожу. However, ischemic compression is very effective but very painful. Но если будем говорить о компрессии кожи, это очень эффективно, но в то же время болезненно. But it must be treated under stretch. Но мышца должна лечиться, вернее, триггерная точка должна лечиться только тогда, когда мышца находится в состоянии растяжения. And you'll feel the nodule reduce under your fingers as you. И вы почувствуете, что узелок прямо уменьшается под вашими пальцами. Now we try the same test. Узелок, нодил, узелок. It's now we have a negative test Теперь у нас отрицательный тест to the stretch. на растяжение. So we were lucky. То есть у нас мы достаточно счастливы. Валерий. We were lucky with Valery that he had both problems in the same muscle. Но здесь удача состоит в том, имея в качестве пациента Валеру, что эти точки находятся на одной ноге. The trigger point would very rarely be removed by this strict massage. Потому что триггерная точка очень редко будет устранена при помощи массажа. If you were treating it like the fascia, То есть если бы вы лечили ее как фасцию, you probably wouldn't have corrected the underlying trigger point. вы, скорее всего, не провели бы коррекцию триггерной точки, располагающейся ниже. Now he needs this with the other gastroc as well. Ну и то же самое следует сделать на икроножной мышце на другой ноге. Now he has better ankle dorsiflexion. Видите, даже сейчас у него уже лучший угол дорсифлексии. Because the end point, it's like the end point of this stretch is very rigid. Потому что вот эти точки, где проходит флексия, они очень ригидные. There's not as good tissue give То есть ригидность ткани наблюдается. as we now find here. А здесь этого нет. So this is the importance of these two types of problems. То есть это как раз и заключается в этой важность этих двух видов проблемы. Почему? Прекрасный триггер. Вот он. Лариса Васильевна, у меня вот такой триггер, видно даже издалека. Непонятно. Триггер у меня есть вот такой вот. Вы хотите, чтобы все на него посмотрели? Смотрят, и может кто-то полечит. Я покажу. Yes. Вот такой триггер. Some people have huge trigger points between the ears. You want somebody to treat it, but I think it'll reduce from the last time. Try it? Okay. Хорошо. Уточнить можно вопрос. Another question to specify. Да. Триггерная точка лечится в напряжении или в растяжении? So he asks, do you have to treat a trigger point when it is under Stretch. Растяжение. Under strain would be Я under помню, я contraction. один раз неправильно сказала. Растяжение. Well, how do we know it's a trigger point? Значит, как нам узнать, что это триггерная точка? Doctor,
Гарри. Как вам надо? Дай Маркусович. Значит, это так можно локально пропортировать. First of all, we can say. And what? How long have you had that? Сколько времени оно у вас уже? Года два. About 2 years. Okay. On your back. Спину. We assume very often То есть часто мы предполагаем, hurts, pain. He has pain on normal stretch. то есть при обычной растяжении у него боль. Now, is this the usual for a trigger point? Это типично для триггерной точки? No. Нет. Why? Почему? Она локальная должна быть. Why is this not normal for a trigger point? It's no. It's weak in the clear. Потому что в первоначальном, в чистом виде она слабая. Unless this trigger point was extremely active, it's normally found in applied kinesiology after stretch. Потому что в прикладной кинезиологии активность точки проявляется после растяжки. So let's localize Теперь будем локализировать. with therapy localization to see if it's internal in the muscle. Проводя теоретическую локализацию, чтобы узнать, какого рода это проблема. Или это проблема непосредственно внутренняя, мышечная. He has a positive therapy localization to the muscle. То есть у него положительная теоретическая локализация на He мышце. has pain. У него боль. I don't think it would be for us to physically manipulate this muscle with heavy pressure. Я не думаю, что мы можем, используя технику манипуляции, используя технику оказания сильного давления, здесь произвести корректировку. It's here. Well, I know where it's at. Я знаю, где. Therapy localization tells us where it's at. I can tell. Теоретическая локализация говорит расположение. He has. He has therapy localization positive То есть у него положительная right теоретическая at the lower локализация. bulge of the muscle. Как раз идет, где вот выпуклость мышцы. Now that's where you have your musculotendinous junction. Вот поэтому у вас есть мускульное напряжение в мышцах и сухожилиях. And I don't think it's the type of problem that we were dealing with. Я не думаю, что как раз тот тип проблем, с которым мы имеем дело. So what I would want to do in this case Что бы я сделал в таком случае? trouble. I'm trying to find a normal muscle. То есть я пытаюсь найти нормальную мышцу. Now I'll have him therapy localize. Keep the spine. I'll therapy localize the leg. Производим теоретическую локализацию ноги. He therapy localizes in the clear on the muscle. Значит, в первоначальном виде происходит теоретическая локализация мышцы. I think on this type of problem I would do a metabolic workup first. Я думаю, что при таком типе проблем я сначала бы прошелся по метаболизму. One, we're getting a positive therapy localization То есть, если у нас положительная теоретическая локализация, locally локально расположенная, without any muscle activity, и мышца не активна, it's not related to the fascial type or trigger это point. не имеет отношения ни к триггерным точкам, ни к фасциям. He's had the problem a few years, То есть он сказал, как вы помните, что проблема 2 года назад возникла, да? and it doesn't appear to be post-traumatic. И, вероятно всего, это не связано с травмой, это не посттравматический эффект. Which, if it was post-traumatic, I would think of the musculotendinous junction tear, which is very Тогда, traumatic. если бы это... Позвольте, я перейду.
Если бы это было так, тогда бы мы имели разрыв на сухожилии мышцы. So the basic thing I would do here is do the anti-inflammatory workup that Dr. Smith taught you. То, что я бы предположительно сделал в такой ситуации, я, наверное, бы использовал противовоспалительные препараты, о которых говорил доктор Смит. And perhaps try to figure out if there's any tissue damage or maybe even some type of circulatory reaction. И я попытался бы найти, нет ли повреждения ткани, или, может быть, даже что связано с циркуляцией. Which might be influencing the leg. Что, в свою очередь, может оказывать воздействие на ногу. But this is what applied kinesiology can help you decide. Ну, это как раз тот случай, где решение принять вам поможет прикладная кинезиология. I'm positive that if I treated this with deep massage, То есть я абсолютно убежден в том, что если я лечил, применяя обычный массаж, that he would kill me tonight он завтра бы меня убил. because he wouldn't be able to walk. Потому что он бы даже не смог даже ходить. So when you get to this prostaglandin workup, То есть когда вы переходите к работе с простагландинами, the toxin work that you'll be doing with Dr. Smith tomorrow, и определяете токсин, который нужен, perhaps you can look at this specifically. тогда можно уже потом будет посмотреть специально на этот случай. Я очень сожалею. But your big trigger point is not in your leg. Но большая триггерная точка у вас не в ноге. No, this was very interesting Это был достаточно интересный случай, because it shows us that we cannot assume потому что он показывает нам, что мы не можем предполагать, that the problem is what we think it is. то есть проблема такова, как мы думаем, что она есть. And the great thing with applied kinesiology is that it helps us to use our diagnostic prowess to its greatest potential. И достоинство прикладной кинезиологии заключается в том, что она дает нам возможность, так сказать, более широкого подхода в плане диагностики. Okay, very good. Where were we at? Воркшоп. Well, we could. I don't. Мы это запишем. Okay. Are we all here? Значит, все ли пришли? Okay. Questions? Пожалуйста, есть ли у кого вопросы? Okay. We have to workshop the stress test. Значит, пожалуйста, сейчас мы будем заниматься практически и будем оценивать ступни при состоянии стресса. For the ankle. Для лодыжки. And I'd like you to practice the jugular compression. И я хочу, чтобы вы попрактиковали сигулярной компрессии, Which is both diagnostic что представляет собой и диагностический механизм, and therapeutic. и терапевтический. The compression of the jugular Компрессия регулярных вен bilaterally с обеих сторон. by your patients Это делает пациент, and by yourself, и вы сами тоже. coupled with deep breathing. Это делается при глубоком вдохе. Причем интересно то, что дыхание два раза один за другим берет, то есть как бы спаренный вдох идет. Один и сразу же второй. He's not compressing his jugular, so I'll have to show. То есть у вас не идет неправильное движение. The jugular is inferior to the mastoid Значит, process of the помните, temporal. что находится он спереди от среднего отростка темпоральной кости. And you must block it just inferior. И вы должны как раз, я сказала впереди, к низу, и вы должны как раз нажать вниз от этого отростка. And you must cross over the sternocleidomastoid muscle То есть вы как раз должны пройти над грудино-ключицевой мышцей and compress medially. и осуществить компрессию медиально. You don't push the muscle forward, То есть вам не нужно мышцу двигать вперед nor do you get in on the carotid и на уровень второго позвонка, and you don't get in on the carotid artery, чтобы у вас не попало на второй позвонок. which would be more anterior, just behind the jaw, angle of the Это jaw. как раз будет угол скулы. So you must be anatomically correct in your compression, То есть, производя компрессию, вы должны анатомически точно or действовать. otherwise it will have no effect. И в противном случае эффекта не будет. Dr. Schmidt, you're on your carotid.
У вас на втором шейном неправильно. She's going to Она будет сказать на втором. Нет, не надо, я сказала на she's этом. going to create a herring brewer reflex. На уровне, да. I will show everyone where it's at. Значит, я сейчас всем покажу, где он находится. You know. Remember, one finger will not do it. Значит, запомните, что если вы будете одним пальцем использовать, один палец использовать, это недостаточно. If you do it on yourself, use 3 fingers to cross the entire. То есть, если вы будете на себе это делать, то вы должны использовать 3 пальца, чтобы полностью всю область покрыть. Ooh, pain. That's the carotid, Vladimir. Carotid. On the skull. И поднимал, так сказать, ступни и работал на черепе. But this technique the patient can do at home. Ну, а это то, что пациент делает сам дома. Okay? And it's good for babies as well, Это очень хорошо для детей тоже. to help reach construction of the Для cranium. того, чтобы восстановить, провести коррекцию черепа. Okay, now that everyone has felt the Joe, jugular, how many times should they breathe in and breathe out? 4 or 5, 4 или 5 раз. deep, How many times a deep day? breathing. How many times a day? Depends on the problem, Это зависит от проблемы. but once a day is enough. Ну, даже раз в день достаточно. Joe, they would like to make sure, because you said something about couple breathing. Does it make sense here, or is it a different thing? What kind of breathing? You said about couple breathing, like that. Is it something that is true here, or it's different? You remember? Oh, on testing a muscle. I Right. tested his muscle. No, when you do compression. Couple breathing. Yes, it's something that you said. When you take one breath after another, immediately. No. Yes, that's what you said. You breathe in and out, not go Нет, значит, вы просто делаете вдох, breathing. причем вдох глубокий, и потом выдох. Это лучше стоя делать. Is it better to do in a standing position? No. Нет. Sitting, laying, Можно лежать, можно сидеть. when you think about it. Лариса, а если одной рукой делать, то вот А сколько времени, сколько дней? If your hand is big enough, oh, wait. Moment. Один раз в день. Вдох, выдох. Сколько вообще? And do you have a question concerning, so how long should the course of treatment last? How long? 1 day, 3 days, 4 days? What lasts? The course of treatment. The treatment is very rapid. Now, you say that they should do it every day, once a day, right? But how long? People can use this every day, once a week, just to make sure their Once a cranium week? functions. Раз в неделю даже можно. Okay. Лариса, а стопы имеют значение? То есть And does the movement of the feet relevant here? If you have a very difficult cranial problem, you can increase the effect by moving the feet, but you don't have to. Если у вас очень серьезная проблема, тогда можно присовокупить движение стоп. В противном случае не надо. But patients have difficulty remembering to lift the feet up and breathe and press at the same time. Но дело в том, что у пациента возникает проблема, потому что ему сразу нужно много манипуляций делать, и вдыхать, и компрессор снять, и стопами двигать. If you find a cranium problem in a patient, Если вы обнаруживаете у пациента краниальные проблемы, have them perform this for about a week, тогда они должны это делать, наверное, в течение недели. But how many times? You say once a once? day, каждый день. Каждый день в течение недели. and that's all that's necessary. И это все, что The требуется. cranium should maintain itself. И дальше череп, так сказать, должен думать сам о себе. All this does is create internal pressure to expand the sutures of the skull. Что происходит? Значит, внутреннее напряжение приводит к тому, что увеличиваются краниальные So швы. the skull sits in a slightly expanded, И получается, что они как бы увеличиваются, и череп как бы расширяется. suturely distended position. И получается как бы такое расширение. Breathing allows the sutures and the osseous structures in the membrane to re-equilibrate itself. И во время вдоха происходит то, что швы и мембраны, как бы они в состоянии равновесия приводятся. И костные структуры тоже.
So we'll use it both therapeutically and diagnostically. И следует использовать это как в целях диагностики, так и в целях лечения. Now we'll use it diagnostically to evaluate Сейчас я буду использовать это в плане диагностики для того, чтобы оценить the whole body effect полностью весь эффект организма. of the feet Ступ, on the dura. то есть как ступы влияют на состояние твердой мозговой If you оболочки. find a foot position causes dural torque, Если вы обнаружите, что определенное положение ступен вызывает дуральную торзию, you can evaluate the side of the lesion or the тогда вам torsion нужно оценить характер повреждения, by compressing one side or the other. произведя компрессию с одной стороны или с другой. The side where the torsion presents itself То есть ту сторону, где имеет место торзия. will usually be the positive side. И как раз это будет положительная сторона. When you find this, Когда вы обнаружите это, try to evaluate, as I did Paul, тогда попытайтесь оценить, как я это делал в случае с Павлом. by palpating the internal musculature of the jaw, Когда я пальпировал внутреннюю мускулатуру скулы, because the pterygoid muscles react very sensitively to changes in cranial and craniomandibular positioning. потому что крыловидная мышца очень четко реагирует на изменения в височно-нижнечелюстном суставе. Some people will have no pain whatsoever in a neutral position, То есть положение нейтральное, у некоторых пациентов вообще не будет никаких проблем. but upon pronation or Но в supination, состоянии пронации и супинации very great increase in pain, будет значительное увеличение боли, as we saw with. как мы видели в случае с Павлом. Okay, let's do the Так, workshop. пожалуйста, давайте заниматься практически. Okay. First, the stress test, Значит, сначала тест на стресс. and test the tensor fascia lata and the iliopsoas. И сделайте тестирование пояснично-подвздошной и мышцы, напрягающие широкую подшею бедра. Remember, the iliopsoas will weaken with То pronation, есть помните, что пояснично-подвздошная слабеет при пронации, and the tensor fascia lata with supination. а мышцы, напрягающие широкую подшею бедра при супинации. Okay. Итак, начали. Test for strong bilateral musculature. Значит, тест на сильную билатеральную мышцу. And test for hip hypertonicity Ну а билатеральная это не то же самое. by Это и есть using билатеральная K27. с двух сторон. Люда, билатеральная с двух сторон. Yes, I know. she's И, not here. пожалуйста, сначала. Once in a while, Значит, начнем сначала. Иногда we've seen that the doctor can make the patient weak. бывает так, что врач воздействует так на пациента, что у него слабеют мышцы. This is probably due to the fact that the energy fields between the doctor and the patient don't match very well. Происходит это вследствие того, что энергетические поля пациента и врача не подходят друг к другу. Usually, Dr. Smith has done some research, Доктор Смит выполнил исследование, and usually what happens, they can measure the electrical resistance between people who are far apart. и значит, исследования показали, что они измеряли электрическое сопротивление людей, которые находились на расстоянии друг от друга. But as they approach one Но another, когда они приближались друг к другу, this resistance decreases. это сопротивление уменьшалось. And then when you touch the А patient, когда вы касаетесь it пациента, goes to zero. она идет к нулю, оно, вернее, So сопротивление. it's as if the two equal one another out. То есть, по сути дела, они как бы выправляют друг друга. Now remember what Dr. Smith was telling you yesterday about melanin. То есть, помните, что доктор Смит говорил о меланине вчера? What it appears, we first observed this when Dr. Smith and I and the other diplomats were in Monte Carlo this year. Значит, мы впервые заметили это, когда я, доктор Смит и мои коллеги были в Монте-Карло. Where Dr. Smith was finding a patient weak all over, Доктор Смит обнаружил пациента, у которого слабость была везде, повсюду. and the rest of us didn't find that. А остальные из нас не нашли таких случаев. I asked Dr. Smith to touch me, И я попросил доктора Смита
притронуться ко мне, прикоснуться. And I too found the patient weak. И после этого я тоже обнаружил пациента, у которого была I слабость. didn't have time in Monte Carlo to examine the reason for this, То есть в Монте-Карло у нас не было времени, чтобы обследовать причины этого. but in my other classes I found some other doctors that had this reaction. Но в других аудиториях, когда я преподавала, я нашел некоторых пациентов, у которых была подобная реакция. And I found it seemed to relate to pineal И dysfunction, я так думаю, что это имеет отношение к дисфункции эпифиза. which we know from Dr. Smith has to do with Эпифиза. Эпифиз. Эпифиз. pineal. Melatonin. Pineal. Эпифиз. Epiphysis. Melatonin. А говорил тут гипофиз. And it has to do with И это имеет отношение the energy capacity, the capacity of melanin and melatonin То есть это говорит о способности меланина и мелатонина, to make these energy conversions within the body. так сказать, совершать правильного рода конверсию внутри So тела. the doctor, И врач, actually, instead of being negated with the muscle, with the touch, вместо того, чтобы снимать реакцию при прикасательстве, actually causes an electromagnetic challenge on the по patient сути дела вызывает электромагнетическую провокацию and пациента causes the disturbance. и вызывает нарушение. And this is especially noted on sensitive people. И особенно это характерно для чувствительных людей. And Natasha is sensitive for this kind of change. И Наташа как раз человек чувствительный к такого рода изменениям. Now, the way to fix this is to balance out the melanin, the pineal gland using acupuncture. Значит, способ проведения коррекции, выправить положение дел, использовать акупунктуру с тем, чтобы привести в рабочее нормальное состояние эпифиз. And find the cause of the problem А потом найти причину проблемы, that might be provoking stress in the body. которая вызывает стресс в организме. Unfortunately, I already treated the doctor that caused this. Ну, я уже вылечил врача, который явился причиной слабости в Наталье. But usually the doctor that would cause this kind of reaction will have difficulty in sleep patterns at night. Но обычно вот такой человек, врач или там кто-либо, который вызывает слабость у пациента, у него бывают проблемы со сном. From one or another cause, Или в силу разных причин. or just because the pineal is malfunctioning. Или потому что эпифиз функционирует Now, ненормально. if you do find this, you would want to do your metabolic workup, as Dr. Smith showed you, Если вы обнаруживаете эту причину, тогда вы переходите уже к работе с метаболизмом. to find which nutrients might help create better neurotransmitter function. Для того, чтобы выбрать питание, которое усиливает, улучшает нейропередатчики. Are there any other doctors here who have trouble sleeping? Есть ли среди вас люди, у которых проблемы со сном? We'll try. Не поняла. Sure, 1, 2. And if this is true, because if this is true, Если это справедливо, если это так, because Natasha is sensitive, Наташа чувствительный человек. the doctor can now touch me if I'm testing, and I can tell you. И доктор может прикоснуться ко мне, и мы проверим. Yes, he's got it. Значит, у него это есть. Now Natasha Теперь у Наташи has trouble resisting. Есть проблемы с сопротивляемостью. And this is something that we have to be aware of. Это как раз то, о чем нам нужно знать, Becomes very weak. потому что она стала очень слабой. It's true. Это на самом деле так. Because she's very strong. Потому что вообще-то сильная мышца. But when he touches me, Но когда он прикасается ко мне, it's like butter almost. получается как будто масло под рукой. She loses a great deal of strength. То есть она теряет огромное количество If силы. he touches her, А если он прикоснется к Наташе, I'm sure the reaction is even stronger. реакция будет еще сильнее. She dies. Она тогда говорит, Наташа тогда умрет сразу. So the problem is not in poor Natasha, То есть проблема заключается не в бедняжке Наташи, except that she has a
probably a little bit of lowered energy at this point, Ну, если только у нее нет просто низкого состояния энергии. tired from dancing with Dr. Smith and I last Потому night. что, и может быть, она устала от танцев с доктором Смитом вчера. She cannot resist. И она не может сопротивляться. So usually, Обычно this indicates pineal dysfunction. это говорит о дисфункции эпифиза. One of the easiest ways to test for pineal dysfunction Один из простых способов обнаружения дисфункции эпифиза was found by Dr. Goodhart, был обнаружен доктором Гудхардом. and we test the patient. И мы тестируем пациента. Now we're going to test for hypertonicity, Сейчас мы тестируем на предмет гипертоничности. and the patient is normal. Пациент в нормальном состоянии. And we don't have a test kit with pineal gland in it as we did earlier, so we'll make a different test. Значит, сейчас мы будем проводить другой тест, не такой, как в предыдущем случае по отношению к работе эпифиза. I need that jacket. Right there. Пиджак нужен, вот этот, кофточка. Thank you. So we need to make it dark. Значит, нужно закрыть пациенту глаза. So we block the light to his eyes. То есть не должен быть доступ света к глазам. Ask him if it's dark. Достаточно темно. Can you breathe? Можете дышать. Too bad. Okay. I'll have him hold it on his eyes just to make sure. Значит, чтобы убедиться в том, что он на самом деле сейчас не видит, нужно, чтобы он положил руку на глаза. And as we know, darkness Как мы знаем, has темнота a tendency to increase the activity. обычно усиливает активность. So we'll look at a reaction, Посмотрим на реакцию. and he weakens. Идет ослабление. So we're getting global weakness То to есть идет повсюду ослабление. what is called the pineal darkness challenge. То есть это провокация эпифиза на темноту. And this relates again to the melanin theory that Dr. Smith И was это talking опять about. имеет отношение к теории меланина, о которой говорил доктор Смит. Now we'll want to do the normal workup for metabolism to make sure he makes neurotransmitters. Значит, нужно сейчас перейти нам к обычной процедуре работы с метаболизмом, чтобы убедиться, что продуцируются нормальные нейропередатчики. However, there are several points В то же время существует несколько точек on the center line acupuncture meridian на центральном на центральных меридианах, which I have found that do change this, которые как я обнаружил, изменяют это положение. and you can treat these points, И вы можете вылечить эту точку. and usually И обычно on treating these points, при лечении этой точки it will take away this electromagnetic problem. электромагнитическая проблема устранится. And usually it's quite painful И обычно это очень болезненно. at the point on the chest В точке под грудью. when it's in the dark. Less painful. Меньше больно. And I'm stimulating the acupuncture point, Я стимулирую акупунктурную точку, which is usually CV20, I believe. это обычно точка заднего срединного меридиана 20, CV20. 20. Conception vessel. Переднюю средину. Conception. Это передний срединный меридиан 20. And I'm holding the governing vessel endpoint on the upper lip. А на верхней губе я стимулирую задний срединный меридиан. 26? 26. Just to balance out the governing vessel and the... Для того, чтобы привести в баланс conception governing vessel. I'm holding the governing vessel То есть я держу палец на заднем срединном меридиане and manipulating the conception vessel at the point that therapy и localization. провожу терапевтическую локализацию на переднем срединном It's меридиане. usually these two. Обычно это две. I won't go into detail on how you find through acupuncture these points because it will Я не буду сейчас говорить, вдаваться в детали, как точки эти находятся, потому что на это слишком много времени уйдет. next year Следующий год, когда встретимся in Moscow. в Москве. Okay, now Так, теперь he is strong. мышцы And, сильные. make the dead walk. Это
называется «заставить мертвых ходить». Are you okay? What kind of sleep problem does he have? Какие проблемы со сном? Wakes up early? То есть вы как рано просыпаетесь или что? Нет, плохо засыпает. No, he has problems in getting to sleep. Tonight he will. Сегодня будете прекрасно спать. Now we try the same thing. Теперь мы попробуем то же самое. And she no longer reacts И она больше не дает реакции, as she did before как она давала раньше, because his energy is stabilized. потому что у него стабилизировалась энергия. This shows some of the importance that Dr. Smith was talking about earlier of the melatonin and melanin theory. То вспомните, это как раз говорит о важности теории меланина и мелатонина, о которой говорил доктор Смит. Okay. Does everyone understand what I did? So, Jews, they have got some questions. Лариса Васильевна, значит, почему же доктор Шейкер здесь, вот, когда я наблюдал, он терапевтически локализовал гипофиз, говорил. А говорит, Это просто что я this опять is- не то сказала. Но все А равно вы тут... слушаете рядом меня, не поправляете. Не, но терапевтическая локализация здесь действительно же гипофиз. So, he says that when we По do... схеме. When you do схему выполнить, А у них вот там гипофиз. Yes. It's a reflex point for the pituitary and pineal. It's a reflex point Потому что это рефлекторная точка for the pituitary and pineal axis. для гипофиза. Какой это отросток? Primary pituitary axis. Like this is a reflex point at the angle of Lewis А, не-не-не. glabellum. No, no, no. Glabella? Pituitary pineal, what's this? The pituitary is the epiphysis, and the other one's the epiphysis. Well, would you, Joe, I beg you please, use this conventional term because I have difficulty in Well, it's pineal and Yes, but, pituitary. yes, I think I should just learn Hypophysis, them. hypophysis cerebri, Значит, Latin. The thing is And the that this was, epiphysis. yes, but what, this was the reflex point for. For both of them. потому что это была рефлекторная точка для гипофиза и для эпифиза. Одновременно. But the electromagnetic problem does not come about from the pituitary or the hypophysis cerebri. Но проблема не идет лишь только из... No, the electromagnetic disturbance Но электромагнетические нарушения is not created by не a problem создаются проблемами in the hypophysis cerebri, в жидкости гипофиза, but the pineal. но в жидкости эпифиза. But usually these patients will show sleep disturbance. Но обычно у таких пациентов будут нарушения сна. So when you do find this, То есть, когда вы обнаруживаете это, ask the patient if they have sleep disturbance. всегда спросите пациента, есть ли проблемы со сном. The first person, when I developed this technique that I founded on, Когда я только обнаружила эту технику, начал работать с ней, was a student of mine один из этих пациентов был мой студент. who is now also a diplomat in applied В kinesiology. данный момент он тоже имеет степень дипломата прикладной кинезиологии. Never slept beyond 4 o'clock, 5 o'clock in the morning, Который не спал уже позже 5 часов утра. even though he went to bed at 2 a.m. Даже если он в 2 часа ложился, то в 4-5 он уже просыпался и дальше не мог спать. He had to get up at 4 or 5 in the morning. То есть он всегда просыпался в 4 или в 5 утра. So we found this on him and I treated it, То есть я обнаружил это у него, полечил его. and it was during a seminar. И во время семинара, So the next day on Sunday, следующий день было воскресенье, he came running into class because he overslept. а он забежал в класс, потому что он проспал. So it's very effective. То есть, как вы видите, это очень эффективно. Okay, we'll go on now. Так, теперь мы продолжим. So we have got some more questions. Oh, I'm sorry. Это в равной степени относится к тем пожилым людям, которые всегда имеют бессонницу, так же, как к молодому человеку. Does it refer to young people and to old people who suffer from insomnia? A good question, but I can't tell you. Очень хороший вопрос, но я не смогу ответить. Although insomnia can be related sometimes to the pineal gland.
Иногда действительно это бывает, что соотносится с эпифизом. However, it can be other factors such as the metabolic thing when Ну и тогда это могут быть процессы метаболизма. as Dr. Smith mentioned, hyperactive children, etc. Как доктор Смит упоминал, гиперактивные дети. What she particularly means older people. Very likely, you know, the latest research Вполне вероятно, что последние исследования показывают, has shown the effectiveness of melatonin показали эффективность мелатонина on insomnia. При бессоннице. And as little as 1 milligram И так мало, как 1 миллиграмм, has been shown to give 1 milligram has been shown to give people a very, very good sleep during the night. и даже такое маленькое количество, как 1 миллиграмм, было достаточно эффективно, чтобы люди справлялись с проблемой сна. With no side effects. И побочных эффектов при этом не наблюдалось. They sell this, I know, in the United States at this time. Я знаю, что они в данный момент продают его в Соединенных Штатах Америки. And people use it who have difficulty sleeping. И я знаю, что многие люди используют, люди, которые не засыпают, которые имеют проблемы со сном. So it does work on the same principle. То есть, в принципе, работа идет на том же принципе, на том же основании. Dr. Smith will mention to you tomorrow, I believe. Но, как я надеюсь, доктор Смит будет говорить вам завтра, It's better to try and correct as many nutritional and metabolic problems as possible. нужно посмотреть на проблемы и питания, и метаболизма. Before you progress to the other, to the use of just plain melatonin. Прежде чем вы будете использовать мелатонин. Another question? Еще вопросы? Сколько раз? Как надо? Которые группой снимают. Которые группой снимают. Well, the problem is eliminated now Ну, вы как видите, проблема сейчас ушла by stimulating the acupuncture point, при помощи стимуляции which мускульной corrects точки. the energy То есть imbalance. это приводит в корректировку состояния меридианной системы. But it will return Но она вернется, если if that's not the cause of the problem. не это причина проблемы. If the pineal is out of balance due to a nutritional problem, he needs to take nutrition. То есть если эпифиз находится в состоянии дисбаланса вследствие проблем, связанных с питанием, тогда, соответственно, и подходить надо иначе. What you could have done is taken a person. Что вы могли бы сделать? Вы могли бы взять пациента. We don't have the test kit, do we? If If we had the test kit, Если бы у нас тут был бы we чемоданчик, could challenge a patient with the light over the eyes. мы могли бы сделать провокацию, закрыв пациенту глаза. And You mean lead? no, challenge as we did. In the same way. Yes. And Провокацию, закрыв пациенту глаза. somebody else. Okay. And make the muscle weakness. И создать таким образом мышечную слабость. And then test in the mouth for nutrients which will cancel out the weakness. А затем класть на язык всевозможные питательные вещества и посмотреть, которая из них снимает мышечную слабость. And then this way you will find the nutrients that are related to the melanin problem. И таким образом вы обнаружите вещества, которые имеют отношение к меланину. Okay. Кроме эпифиза, есть ли еще какие-нибудь проблемы, которые мешают Которые? Кроме эпифиза, есть ли еще какие-нибудь проблемы, уже Я просто слышу плохо. наработанные проблемы, которые мешают врачу тестировать пациента? So besides the problem, melanin problem, epiphysis problem, are there any other problems that prevent the doctor from effective work? Something that you already know. Lack of knowledge. Единственное только отсутствие знаний. Yes, the main thing that prevents the doctor from progressing with applied kinesiology Но, тем не менее, ответ будет да, потому что есть некоторые вещи, которые не дают врачу, практикующему в плане прикладной кинезиологии, actually there's more работать than one. нормально. По сути дела,
здесь даже больше, чем одна причина. Lack of familiarity with the use of testing different muscles. Значит, прежде всего, это недостаток компетентности в проведении мышечного тестирования. And this is why I'm using so much time to teach you accurate muscle testing again this weekend. Вот почему я уделяю, как вы заметили, много внимания тому, чтобы вы очень точно проводили мышечное тестирование, не делали ошибок. Our only input for diagnosis is the muscular reaction. Потому что единственный способ, который может нам, так сказать, дать представление о диагнозе, это мышечная реакция. So we must be very sure that our muscle testing is pretty good. То есть мы должны быть абсолютно уверены, что то тестирование, которое мы проводим, действительно делается правильно. So we need to couple this together with our clinical knowledge. Это нужно совместить с нашими клиническими знаниями. And then the blocks that you will arrive to when checking for metabolic problems. И также нужно это совместить с теми проблемами, когда мы имеем дело с метаболизмом. Will depend upon the depth of your test kits, like Dr. Smith mentioned. А это, в свою очередь, зависит от глубины этих вот волшебных чемоданчиков. Your understanding of nutrition. То есть вы понимаете, что здесь, значит, есть питание. And your ability to use the acupuncture system combined with kinesiology. И это нужно совместить, так сказать, как вы будете питание совмещать с работой с акупунктурными точками. That's why applied kinesiology is a fantastic system. Поэтому я считаю в этом смысле, что прикладная кинезиология фантастическая система. But it demands that you have knowledge in other areas which are also very involved. Но с другой стороны, здесь и в другой области знания будут полезны. Basically, however, when you're testing a patient, но в основном, когда вы тестируете пациента, usually you test more than one in a day. Обычно вы тестируете больше, чем одного пациента в день. Now, this doctor would have a tendency to find a Natasha and maybe another patient a week. Ну и вероятно получится так, что за один день вы обнаружите более одного пациента, у которого будет слабость. And this tendency he would have for his generally throughout several days. Oh, Joe, I'm finished. You're dead. You want to break? Want to break? No, I can go on. But it's, you know, it's harder and harder, yes. Yeah. Oh, I'm not saying big words. No. It's Dr. because Smith used you up. Yeah. No, it's because I'm alone, actually. Yes. Yes, but yes, yes, I will. Yeah, to see by Yes, equal, yes. Say what you said. Oh, then we'll have a short break. No, just finish the sentence. Yeah, then, okay. Mhm. I forgot where I was at. You said that you see more than one patient who is weak. Oh, when you start noticing the same things repeat themselves, И когда вы видите, что одна и та же вещь повторяется, you then should start to think that maybe you have the problem yourself, тогда вы должны подумать о том, что может быть как раз у вас or проблема, that you're causing it. и что вы являетесь источником проблемы. However, the more in balance you become as a professional, Но тем не менее, чем в большей степени будет у вас дисбаланс, как у профессионала, nutritionally, etc., то есть с точки зрения питания или каких-то других, these things won't tend to occur all the time. эти проблемы не будут возникать все время. But it's an important thing to know. Но тем не менее, это важная вещь, которую следует знать. So better than that, I can't explain it. Ну, я думаю, что лучше я пока что не могу объяснить. We always must observe the reactions our patients have То есть мы всегда должны смотреть за реакцией, которую дают наши пациенты, that seem to be out of the normal, которая является ненормальной. and be aware of the fact that we might be causing these changes. И должны знать, что мы, в свою очередь, можем быть причиной However, этих in проблем. the whole class, we have maybe 2 or 3 that have this tendency. Но вот в целом, среди такой большой аудитории, может быть 2 или 3 человека, у которых могут быть такие проблемы. It has to be coupled with a patient that is sensitive. Но всегда нужно сочетать это с пациентом, который является чувствительным. So it's a chance happening. То есть это может происходить. Это, по сути дела, случайно происходит. For example, this doctor would not have weakened my muscles Например, этот доктор не привел бы мои мышцы к ослаблению, because my resistance level is enough to compensate for his. потому что уровень моего сопротивления достаточно высок, чтобы компенсировать его воздействие на меня. Where Natasha's having trouble staying awake. Когда в то время как у Наташи проблемы, когда она засыпает.
And that means her energy level is low and cannot compensate. А уровень ее энергии низок, и она не может компенсировать. So she also needs to be boosted up. То есть ей тоже нужно, так сказать, силы витальные немножко приподнять. And she can come and drink some vodka with us. То есть сегодня ей нужно пойти с нами и выпить немножко водки. More questions? Еще есть вопросы? Можно ли объяснить еще, так сказать, тождественностью с энергетическим вампиризмом? Энергетический вампиризм. Тождественно ли проявление? Вампир. Это одно и то же? Энергетический вампир, даже если зубы вышиблены. There's a lot of talk about energy vampires В последнее время очень много разговоров ходит об энергетических вампирах. that goes through the cycle once in a while. То есть это вещи, такие разговоры, они появляются, потом они как циклично, потом они проходят. People really can't suck your energy Люди не могут сосать вашу энергию, if you don't allow it. если вы не позволяете этого. So people can deplete you of energy. Люди могут несколько, even decrease. People can Yes, deplete means decrease. decrease. Oh, okay. That's what I meant. Yeah, no, decrease. Люди могут просто уменьшать вашу энергию, When your system is not at the level to resist. That's just like когда that. организм ваш не на том уровне, когда он дает адекватное сопротивление. So when this doctor treats Natasha, Значит, если этот доктор лечил бы Наташу, she'll leave the office all weakened. то есть она бы вышла из его кабинета на согнутых ногах. And he tells her, don't worry, you'll be fine, that's a good treatment. И он бы ей сказал, ничего страшного, все в порядке, мы вас полечили прекрасно. You just need to sleep. Вам единственное нужно поспать. So that can happen, but as you make your patients more healthy, Такие вещи могут происходить, но когда вы будете успешно лечить ваших the пациентов, energy field of another person should not affect you that much. тогда энергетическое поле другого человека не будет на вас такого уж воздействия сильного Although we оказывать. all know how an angry person or somebody in a very foul Хотя мы, конечно, знаем, как человек в состоянии, злой человек, в состоянии возбуждения может на нас действовать. they can affect us. Yes. And some Влияет ли электростатическое электричество, которое есть на нашей одежде, и нет ли необходимости заземлять одежду на stop. Did you understand? Well, electromagnetic changes are outside. On the clothes of the patient, Yes. also on the clothes of the doctor, and whether we need, to bring to earth their patients. That's not too much of a problem. Нет, это не большая, это Remember, не that's проблема. DC current. That's DC current, as Dr. Smith mentioned. Direct current. Значит, вы помните, что прямой поток энергии Direct energy, it's not the same thing. это не то же самое. That influences more the acupuncture system is AC current, alternating. То есть это, скорее всего, влияет на... Значит, есть прямой поток, а есть изменяющийся поток These энергии, да? fields can bother people. То есть вот такие вот поля могут High влиять на tension людей. wires. То есть под напряжением, провода под напряжением. And if you live close to those, you might have pineal disturbance. И если вы живете недалеко от, так скажем, электропередач, линии электропередач, то гипофиз, you mean what problems? Hypophysis. Когда у вас будут проблемы с гипофизом. Okay? Larissa has to take a break. Да, мне пока мы не перешли к другим мышцам. Does anyone have any questions of the stress test Значит, есть ли вопросы по тесту при стрессе or the jugular compression? или по регулярной компрессии? Good. We'll use the last hour Значит, вот этот час оставшийся мы используем, to quickly go over some of the muscles of the upper extremity, и мы быстро пройдемся по мышцам верхних конечностей. so we again reinforce our ability to test these muscles. Мы опять, так сказать, вернемся и подкрепим наши знания в области тестирования этих мышц. We've seen, and Dr. Smith and I have seen just since yesterday, the improvement in muscle testing that you have made. Со вчерашнего дня доктор Смит и я увидели, как хорошо вы продвинулись и какой сделали вы прогресс в вашей способности мышечного In тестирования. only one day. Или только за один день. So your technique is improving fast. То есть
ваша техника очень быстро улучшается. Now we'll try and move on to some of the... Let me ask you, everyone feels comfortable with testing the deltoid muscle? Теперь вы чувствуете себя уверенно, когда вы тестируете дельтовидную мышцу? No problems. Проблем нет. Everyone feels comfortable in testing the pectoralis major А sternum? когда большую грудную мышцу, грудинный отдел, проблем нет? Let's start with the pectoralis muscles because they're very, very important. Сейчас мы начнем с вами с грудных мышц, потому что они очень важны. And you'll use them very often in making diagnoses. И вы очень часто будете их использовать при диагностике. In normal testing procedures. Нормальные процедуры тестирования. Обычные. The pectoralis major sternal. Большая грудная мышца, грудной отдел. Does it work? Never mind. The pectoralis major sternal division is related to the liver, as we know. Она соотносится с печенью, как мы знаем. Nice. Okay. And it's tested very easily in a supine position. И она очень легко тестируется в положении лежа на спине. And as you can see, И как вы можете видеть, by the position of the arm, как вы можете видеть, при положении руки, it's fully internally rotated это она полностью ротирована вовнутрь, to align the fibers more directly. то есть волокна располагаются более прямо, Its attachment to the humerus. и присоединение к плечевой кости. So the thumb should always be pointing towards the feet. То есть получается, что рука будет, вернее, палец руки будет идти к бедру. The arm should be slightly behind the 90-degree elevation level. То есть уровень подъема должен быть слегка более 90 градусов. And chest pressure should be directed across to the opposite ilium. Направление давления должно быть на противоположную подвздошную кость. Now this is a prime mover muscle of the arm and shoulder. То есть это мышца, которая начинает движение первой руки и плеча. And very powerful. Это она очень сильная. And if anything, will have a tendency to contract. И если будет тенденция к сокращению, And aid in rotating the shoulder forward. и будет помогать в ротировании плеча вперед, But since it's related to the liver, но так как она related to the liver and gallbladder dysfunction. То есть часто мы знаем, что при проблемах в правом плече эти проблемы соотносятся с нарушением функции желчного пузыря и печени. Because of the ease of stabilization of the body in this test, Поскольку при таком тесте легко стабилизировать положение тела, it is a good muscle to use as a strong indicator. это хорошая мышца, которую можно использовать в качестве индикатора сильной мышцы. As opposed to this muscle, Противопоставлено этой мышце, we differentiate the muscle into two divisions, то есть мы дифференцируем мышцы на две категории. and we test the pectoralis major clavicular division slightly differently. И когда мы тестируем большую грудную мышцу ключичного отдела, то мы делаем это несколько иначе. Now in biomechanical workups, Если мы будем следовать процедуре биомеханики, this is not the differentiation is not as important, эта дифференциация не так важна, but in metabolic workups, но при работе с метаболизмом, since the clavicular division is related to the stomach так как ключичный отдел соотносится с желудком, and the sternal division to the liver, а грудной отдел к печени, they provide us with important differential information. они дают нам очень важную информацию. The only difference in the testing, Единственное различие в тестировании, although the arm position is the same, хотя положение руки тоже, with the thumb pointing towards the feet, когда большой палец направлен по отношению к стопам, the elevation of the arm is less at 90 degrees. а уровень наклона меньше 90 градусов. Instead of beyond 90 degrees. А помните, в первом случае он был больше 90 градусов. The test direction is directly across the body. А направление теста как раз в направлении поперек тела.
Now, very often, this pectoralis clavicular division can have microavulsions or tears. Очень часто ключичный отдел большой грудной мышцы могут иметь порывы And fail to support inferiorly the clavicle. и ниже, к низу помогает поддерживать ключицу. And this will cause neck dysfunction Это вызовет дисфункцию шеи, as the sternoclavicular joint becomes unstable. потому что грудо-ключичный сустав становится нестабильным. And affects the pull of the sternocleidomastoid muscle. И он влияет на, так сказать, движение грудинно-ключично-сосковой мышцы, It cause pain and tension in the neck. которое тоже может вызывать напряжение в шее. So let me show you the the pectoralis major clavicular division. Позвольте показать мне вам грудную большую мышцу ключичного отдела. And the sternal division tests. И тест для этой мышцы грудного отдела. So, muscles are very easily tested. Эти мышцы достаточно легко тестируются. And then we'll move on to another group. А затем мы перейдем к другой группе. So very easily, Очень легко. full rotation, Полная ротация. thumb pointing towards the feet or beyond, Большая палец направляется к 90-degree стопам. position, Положение угол 90 градусов. directly opposite Как раз в противоположном направлении, к другому плечу. clavicular division. Значит, это для ключичного отдела. Be aware of the tendency to bend the elbow Значит, вы должны помнить, что у пациента есть и такая тенденция сгибать локоть, as the patient will use the biceps to reinforce this test. потому что он будет задействовать лобовую мышцу. And strong people like Paul, У сильных людей, как Павел, who has very strong pecs, у которых сильные грудные мышцы, is very devious. она очень такая отклоняется. He'll slightly bend his elbow То есть он слегка согнул локоть, to protect the weakness that he feels when I make the test. чтобы, так сказать, оказать протекцию слабости, когда я провожу тест. I always try to be aware of the amount of extension that the patient can perform Я всегда думаю о той степени экстензии, которую может выполнить and пациент. watch for any reduction of this extension upon testing. И смотрю, когда есть снижение этой экстензии. Does everyone see Видите? how he bends his arm? Видели, как он сгибает руку? He has difficulty in not bending the arm, the elbow, То есть у него здесь вот проблема в сгибании. which is an observable indication of weakness. Это говорит о том, что здесь слабость. We can test the opposite side just as easily, Значит, на противоположной стороне также легко можно протестировать. and he hasn't the same tendency on the right И здесь такая же тенденция справа, as he does on the left. как и слева. Now, how do we tell if this is an internal muscular problem? Как мы можем сказать, является ли это внутреннемышечной проблемой? Therapy localization. Don't forget Не забывайте, the most simple and most efficient means in applied то kinesiology есть самый простой и самый эффективный метод прикладной кинезиологии, to help us discover what the problem is. который помогает нам обнаружить, в чем состоит проблема. The problem is not in the muscle, То есть, как видим, проблема не в мышце. okay? The problem is someplace else. Проблема где-то еще. But this is the most effective means which we have Но это один из самых эффективных to способов, locate other problems. которые у нас есть, чтобы локализировать другие проблемы. Once we locate the area causing the weakness, Когда мы локализировали область, которая вызывает we then слабость, can make our diagnostic input or decision. тогда уже же мы можем принять диагностическое решение. Now, without knowing anything А если мы ничего не знаем, and only having looked at one muscle, и только посмотрели на одну мышцу, we could continue our testing мы должны продолжать тестирование, to find the cause of the problem. чтобы найти причину проблемы. And we could do this without any idea of where we were going. И мы даже можем это делать, собственно, не подозревая даже, что мы делаем. В смысле, по каким точкам мы проходимся. So I finally found a place on the throat Значит, в конце концов, я нашел место на горле, which changes the muscle strength, и это место меняет силу мышцы. which is interesting.
Do you see on And the it's throat? painful on the throat. На горле. Now I can Это push место here, болезненное. but this one's worse. А здесь еще хуже. This one. Floco. Okay. But we won't discover what this is at this time. We'll just mention that we can find with therapy localization where the problem lies. Значит, теперь, используя эту локализацию, мы можем выяснить, где же находится проблема. So, this is the pectoralis, sternal divisions, and clavicular Значит, divisions. это Wait, большая грудная. Oh, Подождите. I forgot the sternal division. Значит, это был ключичный отдел, теперь, значит, будем делать грудной отдел. So the sternal division Грудной отдел is the same positioning, but the arm is more в том же elevated. положении, только угол другой. And the patient must make pressure towards the right or the opposite pelvis. И давление идет к противоположному тазу. So your hand must change position as well. И ваша рука тоже должна изменить положение. On the opposite side of the body, На противоположной стороне this тела is more easy because you tell the patient to push towards you. проще, потому что вы просите пациента давить на вас. On this side of the body, you must А на этой стороне тела make sure that your test direction is in accord with the muscle. вы должны убедиться в том, что направление, в котором вы оказываете силу, согласуется с мышцей. And he has a slight bit of that tendency to bend the elbow in this test as well. И у него, и как и же в этом тесте, тоже есть такая небольшая тенденция к сгибанию локтя. Okay? But this muscle, this part of the muscle is strong. Но эта часть мышцы сильная. This is the pectoralis major sternal is used very often to make therapy localizations. Значит, эта мышца большая грудная, грудной отдел часто используется для терапевтической локализации. In general testing, Вообще в обычном тестировании. for example, in this position, I could compress the right jugular vein. Например, в этом положении я могу осуществить компрессию ювулярной вены справа And test for cranial lesions. и потом проверить, есть ли повреждение краниального порядка. Okay? So we use it as a strong То indicator. есть мы используем ее как показатель сильной мышцы. Did you study the coracobrachialis? Вы занимались клевовидно-плечевой? Okay. Everyone knows? Good. I would like to cover just slightly the biceps and the triceps Теперь я немножко коснусь двуглавой и трехглавой. because we don't tend to test them adequately. Потому что я боюсь, что мы не совсем правильно тестируем их. Now the biceps we know is a very strong supinator То есть мы знаем, что двуглавая мышца это очень сильный супинатор. and used to open Hungarian wine. И обычно она используется для открывания бутылок с венгерским вином. But not so much vodka bottles. Но не бутылки с водкой. This shows the supinator function of the biceps, Это показывает функцию этой двуглавой мышцы в качестве супинатора, which influences the supinator muscle, что влияет на мышцу супинатор. which then if we have time we'll look at. И если у нас будет время, мы займемся But ею. remember what I said about muscles having different problems along their length, Но вы помните, я говорил, когда мышцы имеют проблемы вдоль по всей длине. especially in two joint muscles. Особенно две сдвоенные мышцы. So with the biceps, we're going to be looking at the elbow flexion ability, Значит, если мы будем говорить о двуглавой, то здесь мы должны сказать о способности локтя к флексии as well as the shoulder flexion capability, и также о способности плеча к флексии. Это поможет нам to evaluate the fibers along the various areas of the muscle. оценить волокна вдоль по всей мышце. So the normal test in applied kinesiology Обычный тест прикладной кинезиологии illustrates иллюстрирует the elbow bending capacity, способность локтя к сгибанию. and this, when you're dealing with injury or И это, значит, disability, имеет место, когда вы имеете дело с повреждениями, с травмами, does not adequately test the entire length of the muscle. и когда недостаточно адекватно производится тестирование по всей длине мышцы. So I'll show you another test, Я покажу вам другой тест, which I have observed to be quite accurate который я по своим наблюдениям обнаружил очень эффективным. in evaluating the superior fibers of this muscle. Когда я оценивал высокие волокна этой мышцы. Now we'll do the same thing with the
with the triceps muscle Мы сделаем то же самое по отношению к трехглавой and мышце. show that at the same time. И покажу я вам это одновременно. Because as we see the long head of the triceps,